Он пытался дать отпор своим обидчикам, но был настолько слаб, что получал еще больше тумаков. У него нет друзей в школе, и он постоянно читает книги по самопомощи, называя себя библиофилом. Но его жизнь резко меняется, когда он знакомится с новенькой в школе и присоединяется к дадзё, которым руководит ее дедушка, чтобы раскрыть свои суперсилы. Наша история начинается с того, что Кеничи опаздывает в школу и случайно сталкивается с девушкой, которая принимает его за хулигана и сбивает с ног. Она быстро извиняется и помогает ему собрать рассыпавшиеся книги. Кеничи кричит на нее за то, что она на него напала, но она объясняет, что это рефлекс, и она не хотела его обидеть. Они вместе бегут в школу, и она уверенно перепрыгивает через реку, а потом предлагает ему сделать то же самое, но он падает в воду, и ей приходится его спасать. Когда он приходит в школу, его оставляют после уроков за опоздание, а девушку зовут в класс и представляют классу как Хинджи Миу. Когда он слышит, что она приехала из престижной школы, он сомневается в ее интеллекте. Чтобы доказать свою правоту, она представляется классу и говорит учителю, что будет стоять с Кеничи за дверью в наказание за опоздание. Когда они выходят из класса, она благодарит его за помощь, хотя это она спасла его, и спрашивает, не хочет ли он с ней дружить. Он не мог поверить своей удаче. Похоже, советы из его книг по налаживанию отношений наконец-то сработали. После занятий Кеничи, как обычно, спешит в свой клуб, но странный на вид парень по имени Нидима останавливает его и начинает издеваться. Он называет его трусом и спрашивает про Фуринджи, но не получив ответа, начинает бить Кеничи. В клубе карате его сильно избивают, и все смеются над ним, называя неудачником. Когда тренировка заканчивается, его заставляют убираться в зале. Закончив уборку, он начинает тренироваться на боксерской груше, но огромный парень по имени Дейманджи останавливает его и бьет в живот, говоря, что он не заслуживает быть в этом клубе, потому что он слабый. Дейманджи угрожает ему, что если он не станет сильнее, то ему придется уйти из клуба. Кеничи спрашивает, может ли он остаться, если станет достаточно сильным. В ответ Дейманджи насмехается над ним и предлагает через неделю устроить бой. Проигравший должен будет уйти из клуба. Позже по дороге домой он читает книгу о том, как стать сильным, и мечтает стать героем, сражающимся со злодеями. Вдруг он видит, как какие-то хулиганы пристают к Фуринджи и пожилому мужчине. Вместо того, чтобы стать героем, Кеничи убегает как трус. Он ругает себя за то, что убежал, когда его подруга оказалась в беде. Чувствуя вину, он возвращается на место происшествия, чтобы попытаться остановить хулиганов. Лима наносит удары, надеясь попасть по ним, но когда это происходит, это не имеет никакого эффекта. Разозлившись, они хватают его и достают нож. Но прежде чем они успевают что-то сделать, Фуринджи легко побеждает нападавших. Хулиганы убегают, и она снова благодарит Кеничи за то, что он храбрый. Она говорит, что рада, что он стал ее первым другом, и он рассказывает ей о своем опыте в правильном клубе. Услышав это, она объясняет, что кара была создана для слабых, чтобы они могли противостоять хулиганам, а не наоборот. Она советует ему найти место, где можно заниматься боевыми искусствами и стать сильнее. Он прислушивается к ее совету и приходит в нужное место по нарисованной ею карте. Он пытается открыть дверь, но ничего не получается. Внезапно появляется огромный старик и без усилий открывает дверь одним пальцем, напугав Кеничи. Он в панике убегает. Старик останавливает его. Кеничи спрашивает, не является ли старик мастером боевых искусств, но тот, думая, что он скромничает, отрицает это, говоря, что никогда в жизни не проигрывал ни одного боя. Кеничи удивляется и говорит, что его сюда отправил Фуринджи. Услышав это, старик впускает его внутрь. Они встречают мужчину по имени Апакаи, который усердно тренируется, нанося удары кулаками. Заметив Кеничи, он приходит в восторг и демонстрирует свои навыки, ударяя по стенам и прочему. Они продолжают экскурсию, когда он заходит в комнату, где находится девушка. Она кажется ему милой, но он в шоке, когда она одним взмахом меча отрубает все лезвия. Она нападает на кого-то, кто пытается ее сфотографировать, и одна из ее звездочек чуть не попадает в Кеничи. Но старик останавливает ее и предупреждает, чтобы он не лез куда не надо. Затем его знакомят с человеком по имени Сакаки, который будет его тренировать, но Сакаки не хочет брать его в ученики. Он показывает свои смертоносные приемы и предупреждает Кеничи, что если тот будет тренироваться с ним, то умрет через 3 дня. Не желая умирать так скоро, Кеничи собирается уходить, думая, что в дадзё что-то не так. Но когда он видит другого грозного мужчину, он теряет сознание и падает в обморок. К его удивлению, Фёрнджи приводит его в чувство и спрашивает, все ли с ним в порядке. Она говорит, что ему лучше уйти, потому что здесь опасно. Но он отказывается и удивляется, когда она говорит, что это ее дом, а старик ее дедушка. Он представляет Кеничи группе опытных мастеров боевых искусств и рассказывает о месте под названием Рио-Занпаку. Среди них Шио Сакаки, мастер боевых искусств, владеющий техникой карате и тайского бокса, Кен Сайма, мастер китайских боевых искусств, Экьюзен Кацудзи, философ-воин.
Иши Касака – мастер фехтования и обращения с оружием. Затем дедушка представляется главой дома, и от этой информации Кеничи становится не по себе. Вместо того, чтобы спасать его, Файринг извиняется и уходит заваривать чай, оставляя его наедине с этими бойцами. Они оценивают его, гадая, зачем она привела его сюда, и думают, что она хочет спасти бабочку. Они предполагают, что Кеничи откажется от вызова. Старик обращается к нему напрямую и спрашивает, готов ли он присоединиться к Рио Занпаку. Сначала он колеблется, но Нан говорит, что это поможет ему стать сильнее. Китаец Кенсей протягивает ему бланк для заполнения с личными данными и просит платить $200 в месяц. Увидев, что Кеничи расстроен такой суммой, Кенсей снижает ее до $100, а потом до $50. Похоже, им нужны только деньги, и им все равно, сколько они заплатят, лишь бы получить их. В этот момент Фунджи возвращается с чаем для всех и начинает обслуживать господ. Старейшина объясняет, что у них финансовые трудности, и только благодаря исключительным бухгалтерским навыкам Фунджи они смогли удержаться на плаву во время кризиса. Услышав о других обязанностях Фунджи в этом доме, он представляет, что с ней обращаются как со служанкой, и решает приходить сюда каждый день, чтобы защитить ее. Старейшина назначает Акаэму наставником Кеничи. Поскольку у него есть опыт преподавания и он известен своим относительно спокойным подходом, он считается наименее опасным среди них, чтобы не подвергать Кеничи риску во время тренировок. Кеничи уже боится за свою жизнь и начинает сожалеть о своем решении. Не теряя времени, Акаэма спрашивает его о его опыте в боевых искусствах, и он признается, что у него нет никакого опыта, и рассказывает, что над ним издевались в школе. Акаэма уверяет его, что джиу-джитсу поможет ему защищаться, и обещает не быть слишком строгим наставником. Но когда начинаются тренировки, он испытывает настоящий шок. Испытание на выносливость, в котором он должен нести большие кувшины, сохраняя равновесие. Если он хоть немного оступится, иглы вонзятся в его кожу, а снизу он получит ожог. Он думает, что это легкий уровень, а более сложные могут быть опасными для жизни. Мысль о тренировках с другими мастерами пугает его. Он вскрикивает от боли, когда оступается, и иглы впиваются в его кожу. Акаэма дает ему немного отдохнуть, прежде чем дать ему новое задание в рамках тренировки. Кеничи должен пробежать 3 остановки на поезде до парка, неся Акса на спине. Его протесты не принимаются во внимание, и Акса лишь строго наказывает его за это, избивая и ругая. После этого Кеничи дают отдохнуть, но он так измотан, что едва может идти и подумывает бросить тренировки. Однако, увидев Ширинджи, он меняет свое решение и решает вернуться. На следующий день начинаются настоящие тренировки. Он должен ходить между столбами, неся огромные кувшины с водой. Он спрашивает Акса, когда же он начнет изучать дзюдзюцу, а не просто качать мышцы, но Акса говорит, что сначала нужно набраться сил. Он объясняет, что какой бы ни была техника, муравей не сможет победить слона, но потом сравнивает его с муравьем и говорит, что муравьи сильнее его. Не в силах терпеть это унижение, Кеничи хочет уйти, но Акса напоминает ему о силе муравьев, вдохновляя его на упорство. Он говорит, что у Акса есть ученик, боксер Аппетит, который тоже хочет тренироваться с ним, и Кеничи доводит до предела. Старейшина находит это забавным и говорит, что он должен быть благодарен за то, что его тренируют многие мастера. Тем временем Фуринджи узнает о планах Даймаджи убить Кеничи, если он примет участие в их испытании. Желая помочь, она позже встречает его в парке и обучает некоторым техникам. Она показывает, как делать куво, движение, при котором нужно сплести пальцы ног, а затем сделать поворот, известный как хиха. Но Кеничи ничего не понимает. Тогда она предлагает ему напасть на нее, чтобы он смог освоить технику, включающую в себя работу ног и движения. Сначала он отказывается нападать на нее из-за своей мужской гордости, но быстро понимает, что пол не имеет значения, и следует ее указаниям. Поначалу ему трудно даются движения, но он старается и улучшает свои навыки, когда она его мотивирует, подчеркивая, что для прогресса нужна решимость и усилия. На следующий день Фуринджи ждет его у школы и удивляется, почему он опаздывает. Вскоре она видит, как Кеничи идет к ней, отрабатывая технику, которой она научила его вчера. Он говорит ей, что хотя и пришел рано, но из-за того, что шел не так, как она учила, опоздал, и просит ее идти вперед без него. Но она отказывается, утверждая, что она его друг и будет ждать его. На следующий день он приходит в клуб, чтобы принять вызов Дадзи на поединок. Начинается бой, и Кеничи с трудом отражает атаки Даймондзи. Вспомнив наставление Фуринджи, он уворачивается от атаки Даймондзи. Он продолжает уклоняться от ударов, и его решимость проявляется в том, что он использует новую технику, из-за чего Даймондзи спотыкается и падает. Кеничи объявляют победителем, несмотря на протесты Даймондзи, который утверждает, что Кеничи использовал запрещенный прием. Даймондзи просит покинуть клуб, как он и обещал, но Кеничи вмешивается и признает, что использовал запрещенные приемы, чтобы получить преимущество. И вместо этого принимает поражение. Он покидает клуб, разочарованный, но гордый своими усилиями. Нидзима встречается
встречает его на улице и хвалит за хорошую борьбу. Он собирается уходить, но Кеничи останавливает его и благодарит. Тогда Нидзима сообщает ему важную информацию. Рефери сегодняшнего матча Цукуба очень хочет сразиться и проверить свои навыки. Кеничи начинает паниковать, потому что Цукуба лучший боец в клубе карате, и Кеничи думает о своей судьбе. Ниджима насмехается над ним, говоря, что с ним быстро разберутся, и уходит, смеясь. На следующий день в школе двое парней считают Фуринджи милой и пытаются с ней заговорить. Но они удивляются, когда она игнорирует их и подходит к Кеничи, который кажется расстроен из-за вчерашних событий. Она сообщает ему, не зная о его чувствах, что она записалась в гимнастический клуб и спрашивает, в какой клуб записался он, раз он больше не занимается карате. Он очень смущенно говорит ей, что записался в клуб садоводов, и уходит поливать растения, погрузившись в жалость к себе. Но она останавливает его, наконец понимая, что он чувствует, и не знает, что с ним делать. Тут появляется Ниджима и представляется ей как лучший друг Кеничи. Поверив ему, она представляется к зависти своих одноклассников. Он уходит, сказав, что встретится с ней позже на уроке физкультуры, а бедный Кеничи, кажется, забыт. Во время урока Цукуба громко щелкает орехом, и учитель просит его вести себя потише. Увидев, как он легко разламывает орех, учитель пугается и не обращает на него внимания. Он продолжает щелкать орехи и спрашивает, было ли проявление силы Кеничи намеренным или случайностью. Позже Неджи сообщает Ференги, что Цукуба собирается драться с Кеничи, подчеркивая, что Цукуба может ломать камни голыми руками. Тем временем Кеничи дрожит и явно паникует при мысли о том, что ему придется с ним драться. Шикаку говорит, что Цукуба должно быть черный пояс, раз обладает такой силой. Вред Занпаку Кеничи Уотерс, терзаемый мыслями о предстоящей схватке, которая пугает его, начинает тренировку. Аки-сама замечает его беспокойство и помогает ему справиться с ним. Он бежит как лошадь, неся на себе Аки-сама и Кенсея, который показывает ему упражнения для укрепления ног, подчеркивая важность сильных ног и боевых искусств. Апакай пытается показать Кеничи свою разминку, но тот убегает. Сакаки упрекает Фуринджи за то, что она научила его технике, и говорит, что хотя она и научила его, чтобы он победил хулигана, теперь это привлечет более сильных противников, которые захотят испытать Кеничи. Она шокирована тем, что Сакаки смогла предсказать, что произойдет, и понимает, что именно поэтому мастера не учили его никаким техникам. Сакаки говорит, что Кеничи не хватает базовой силы, и из-за нее у него будут проблемы с другими учениками. Чтобы доказать свою правоту, Апачай сбивает Кеничи с ног, и тот получает серьезные травмы. Дома его будет сестра, и он начинает бормотать, думая, что умер и попал в рай. Она поправляет его и говорит, что беспокоится о его здоровье. За ужином отец спрашивает его о частых травмах и спрашивает, правда ли, что он ходит в дадзё. Кеничи признается, что это не дадзё, и отрицает саму идею законности. Он убегает в свою комнату, а сестра идет за ним, говоря, что в дадзё его тоже обижают. Решив защитить своего сына, отец берет ружье, но мать Кеничи уверяет его, что готовность сына стоять на своем и не сдаваться – признак его решимости. И что он должен верить в своего сына, который выбрал это дадзё. На следующий день Кеничи и Фуринджи перелезают через школьный забор, чтобы избежать встречи с Цукубой, и она замечает, что он становится сильнее с каждым днем. На уроке гимнастики девочка по имени Такашима получает похвалу за свое выступление, но когда Фуринджи демонстрирует свою гибкость во время растяжки, все хвалят ее. Такашима завидует и вызывает Фуринджи на соревнования. Она делает глубокий вдох и демонстрирует свои исключительные гимнастические способности. Все хвалят ее, а Такашима сгорает от зависти. Они называют ее мастером и говорят, что хотят у нее учиться. Тем временем Кеничи крадется по раздевалке, пытаясь избежать встречи с Цукубой, но как назло Цукуба подходит к нему сзади и пугает его. Цукуба выводит его на улицу и предлагает подраться, но Кеничи умоляет его отпустить. Цукуба насмехается над ним, называя его трусом, и Кеничи принимает вызов. Цукуба побеждает и жестоко избивает Кеничи. Несмотря на поражение, он отказывается сдаваться и крепко хватает Цукубу за ногу. Цукуба отталкивает его, и Кеничи, выбившись из сил, отпускает его. Цукуба замечает, что у него синяк от крепкой хватки Кеничи. Фуринджи возвращается домой и видит там Кеничи. Она спрашивает о его травмах. Но он говорит ей, что упал с лестницы, и уходит. Сакаки говорит ей, что многие мужчины стесняются рассказывать о своих проблемах женщинам, и советует ей оставить его в покое. Акаса обрабатывает раны Кеничи и сокрушается, что проиграл, несмотря на все свои усилия. Акасас спрашивает, каковы его намерения, и Кеничи отвечает, что хочет сразиться с Цукубой и доказать ему, что он сильный и смелый. Акасас успокаивает его и говорит, что завтра он начнет учить его технике. Узнав, что Кеничи сможет начать тренироваться уже завтра, Апачи заявляет, что готов помочь ему. Айкас предупреждает его, что нужно знать свои пределы. Но Апака не слушает и с энтузиазмом берет Кеничи в ученики.
На следующий день Акаса приносит жутковатую статую Будды и говорит Кеничи, что научит его технике под названием «бросающий Будда». Кеничи просит бросить статую, но он не может ее поднять. Акасас говорит ему сосредоточиться на центре тяжести и объясняет, что если он сможет вывести противника из равновесия, то легко победит его. Затем Кеничи учит Кенсей, который показывает ему технику контратаки с помощью фуринджи. Он тренируется, но когда приходит Апакай, чтобы научить его, он убегает. Но Шигер ловит его и отдает Апачи как кусок мяса. Кеничи неохотно принимает свою судьбу и надевает боксерские перчатки, боясь за свою жизнь. Сначала тренировка проходит хорошо, он бьет Апачи, но когда Апакай просит его увернуться от удара, Кеничи падает от удара. Тренировки становятся все сложнее, он учится технике бросающей Будда и технике контратаки. Каждый раз, когда он бросает статую на землю, это становится все сложнее, а не легче. Все это время Сакаки наблюдал за его тренировками издалека и начал проникаться к нему симпатией. Он похвалил Кеничи за то, что тот продержался там больше 3 дней, и сказал ему понаблюдать за статуей. Кеничи вдруг понял, что эта статуя немного больше предыдущей, и вскоре он обнаружил комнату, полную статуй Будды разных размеров, которые Экаэйм менял, чтобы запутать. Пожалев его, Сакаки предложил сделать исключение и научить его технике. Он спросил Кеничи о правильном стиле его противника, но тот ответил, что не знает. Сначала Сакаки разозлился, но потом смягчился и попросил его показать боевую стойку Шукабы, что Кеничи и сделал. Сакаки сказал, что у Цукабы стиль спортивного автомобиля, и предложил показать технику, которая точно победит Цукабу. Шигир и Экса удивились, что Сакаки учит кого-то. Позже в школе Фаренджи увидела, как Цукаба избивает парня, и вмешалась. Когда Цукаба дотронулся до нее, она ударила его. Увидев ее навыки, он предложил ей сразиться с ним, но внезапно появился Каники со своей мужской гордостью и остановил ее, предложив вместо нее сразиться с Шукабой. Она предупредила Каники, что он недостаточно силен, чтобы сразиться с Цукабой, но он отказался отступить из-за своей гордости. Начался бой, и Каники вспомнил технику, которой его научил Сакаки. Он попытался ударить Цукабу в лицо, но вместо этого ударил его в живот другой рукой. Эта техника называется Ямадзуки Васай, и она идеально подходит для игроков в спортивное карате, таких как Цукаба. Кеничи вспоминает слова Сакаки о том, что люди обычно боятся, когда их бьют по лицу, и советует ему использовать это в своих интересах, атакуя другие части тела, когда противник закрывает лицо. Сукава злится и бросается вперед, но Кеничи использует специальную технику контратаки, которой его научил Кенсей, и в конце концов применяет технику броска Будды, чтобы повалить Сукаву на землю. По сравнению со статуями Сукава намного легче, и Кеничи легко побеждает его. Он подбегает к нему и проверяет, жив ли он, и с облегчением вздыхает, когда видит, что тот дышит. Фуринджи находит это милым и игриво хихикает над тем, что Кеничи больше волнуется о своем противнике, чем о себе. Вернувшись в дадзё, он с гордостью объявляет, что победил Сукаву, но Сакаки говорит ему, что самое сложное еще впереди, и он скоро об этом узнает. На следующий день в школе Кеничи замечает, что все вокруг него как будто боятся его, и рассказывает об этом Хиринджи. Оказывается, Нидзима рассказал всем о его победе над Цукавой, и Кеничи ругает его за это. Но она поддерживает Нидзиму и признается, что это она рассказала ему о Кеничи в обмен на 2 порции лапши. В этот момент они видят, что какие-то бандиты ищут его, и он прячется за Нидзимой, как цыпленок. Оказывается, эти бандиты из банды Рагнарок и ищут Кеничи, чтобы бросить ему вызов, услышав о его победе над Цукавой. После того, как бандиты уходят, Нидзима пугает его, говоря, что они, наверное, знают, где он живет, и не остановятся, пока не найдут его. Кеничи начинает паниковать и снова боится за свою жизнь. В дадзё Кеничи охвачен страхом перед предстоящей схваткой и делится своими переживаниями с мастерами. Но они остаются невозмутимыми и говорят, что он должен был предвидеть, что такое может случиться. Тогда он понимает, что они уже знали, что его бой с Шукабой привлечет внимание. Сакаки говорит ему, чтобы он не трусил и довел дело до конца, призывая его стать самым сильным в школе. В школе хулиганы активно ищут его, но ему удается сбежать, и он прячется в клубе садоводов. Там он знакомится с девушкой по имени Изуми, которая спрашивает, зачем он пришел в клуб садоводов. Он объясняет, что ему нравятся цветы, и он любит поливать растения. Она рассказывает о слухах, которые ходят о нем, но он отказывается, говоря, что он не такой уж сильный. Внезапно на сцене появляется Ниджима. Возмущенный слухами, которые он распространяет, он ругает Кеничи и выгоняет его из клуба. Мидзума жалуется, что его не ценят, и уходит, сказав, что пришел сообщить Кеничи о хулиганах, которые его ищут.
В дадзё Апачи тренирует Кеничи, и тот выбивается из сил. Другие мастера просят Апачи поскорее закончить тренировку, чтобы они могли потренироваться с ним. Увидев, что мастера борются за него, он спрашивает, есть ли у него скрытый талант в боевых искусствах. Но они разочаровывают его, говоря, что у него нет таланта. Не в силах вынести позор, Кеничи думает о том, чтобы покончить с собой, но Фуринджи вмешивается и пытается остановить его. Сакаки уверяет его, что практика никогда его не подведет, и разбивает бутылку, чтобы показать, как он может ударить противника по подбородку или челюсти. Слова Сакаки мотивируют Кеничи, и он тренируется, нанося удары по деревянному столбу. Мастера разрабатывают план, как свести Кеничи и Фуринджи, и просят его пойти с ней на свидание в воскресенье. Они покупают билеты в кино и просят его заранее закончить тренировку. Он с радостью соглашается и продолжает усердно тренироваться. Проходит несколько дней, и план, кажется, работает. Кеничи усердно тренируется, чтобы пойти на свидание с Фуринджи. В день свидания они едут на метро в кинотеатр, и Фуринджи признается, что впервые идет в кино. Вдруг они замечают Ниджиму, которая их приветствует, но Кеничи уводит ее и выходит из поезда, чтобы пойти в кино вдвоем. Он предполагает, что Ниджима может ждать их на следующей станции, и предлагает пойти в ресторан. Наконец они приходят в кинотеатр, и к его ужасу Ниджима уже там их ждет. Он предлагает пойти в ресторан. Она сомневается, не хочет тратить билеты, и он начинает вести себя так, будто голоден, и съедает билет, чтобы доказать свою правоту. Они идут в ресторан, и она признается, что тоже впервые ест фастфуд. Он вспоминает, сколько у нее дома работы и обязанностей, и решает сделать этот день особенным для нее. После еды они гуляют по улицам, играют в веселые игры и общаются с кошкой. Позже они идут в парк развлечений, и она признается, что впервые там, потому что всегда тренируется и не успевает заниматься обычными подростковыми делами. Она хочет покататься на карусели, и они садятся на нее. Она видит маленькую девочку и машет ей, и увидев, что девочка счастлива, он тоже радуется. Наконец они идут в театр, как она и просила, хотя Кеничи не очень хочет, потому что думает, что Нидзима все еще там. Но когда они приходят в театр, они слышат тревожные звуки и идут посмотреть, что происходит. Они видят, что на Нидзиму напала группа хулиганов. Кеничи предлагает уйти и пойти в театр, но Фуринджи настаивает, что они должны помочь Нидзиме. Он вспоминает, как обещал помогать слабым, и идет спасать Нидзиму. Он вспоминает слова Сакаки о тренировках и сражается с хулиганами, ударяя одного из них ногой, и тот падает на землю. Нидзима пользуется случаем и хвастается своими боевыми навыками, чтобы напугать хулиганов. Он спрашивает, откуда они узнали, что они здесь, и Нидзима говорит, что китаец в шляпе, который оказался кенсеем, передал хулиганам расписание Кеничи. Позже Кеничи спрашивает об этом Кенсия, и тот говорит, что это была идея Касима. Он жалуется, что из-за них теперь у него проблемы. Касим называет это стратегией кнута и пряника и говорит, что они хотят использовать Фуринджи как мотивацию. Кеничи беспокоится, что они втянут ее, но мастера объясняют, что это называется жесткой любовью. Сакаки говорит, что Кеничи все равно придется столкнуться с бандой, поэтому он должен быть готов к этому. Фуринджи предлагает спросить совета у ее дедушки. Старший рассказывает о своем опыте издевательств и о том, как это в итоге отразилось на его обидчиках, призывая его быть готовым к будущим трудностям. Ведь на его пути будет еще много врагов. На следующий день Кеничи тайно восхищается впечатляющими гимнастическими навыками Фуринджи во время ее тренировки. Когда тренировка подходит к концу, Такашима бросает в нее палку, пытаясь заставить ее споткнуться, но она ловко ловит ее своей лентой, заслуживая похвалу от всех присутствующих. Кеничи рассказывает своей семье, что теперь он будет проводить выходные в дадзё. У его отца возникают опасения, что Кеничи могут промыть мозги и заставить его носить оружие. Сестра Кеничи переживает, что его будут избивать каждую ночь, и просит его отказаться от этой затеи, но он отказывается и идет в дадзё, откуда возвращается весь в синяках и ссадинах. А его бедная сестра идет к нему с аптечкой. В дадзё Каники, решив усилить свои тренировки, надевает костюм каратиста и с восхищением наблюдает за мастерами. Но когда он подходит к Шигир и спрашивает о ее планах, она уходит, ничего не ответив. Акиса говорит ему, что следующие 2 дня он должен усиленно тренироваться, и показывает устройство, которое он разработал – великий бегун на длинные дистанции. Это устройство предназначено для повышения гибкости, что очень важно в боевых искусствах. Акиса просит Фуринджи помочь ему.
Она нажимает на кнопку, и ноги Кеничи раздвигаются, заставляя его кричать от боли, показывая, что он больше не может терпеть. Эйм объясняет, что устройство предназначено для того, чтобы через 16 часов ноги Кеничи могли раздвигаться на 180 градусов, и если он захочет остановиться, то должен сказать кодовое слово. Фуринджи продолжает давить на Кеничи, и тот продолжает кричать, но постепенно расслабляется, когда она помогает ему сделать шпагат. Внезапно в зал врывается сестра Кеничи, которая наблюдала за его тренировкой. Из-за ее появления Фуринджи падает на Кеничи, и тот случайно делает шпагат на 180 градусов, прежде чем успевает сказать стоп-слово. Сестра пытается обнять его, но он отталкивает ее, не в силах терпеть боль. Акаса подходит к Кеничи и проверяет его состояние. Он ударяет Кеничи по ноге, и боль чудесным образом проходит. Акаса рассказывает о своем прошлом, о том, что он занимается акупунктурой, и уверяет Кеничи, что он может сломать столько костей, сколько захочет, потому что он здесь, чтобы их вылечить. Когда Кеничи представляет свою сестру Фуринджи, она говорит, что она очень милая, но сестра Кеничи обвиняет Фуринджи в том, что он играет с чувствами ее брата. Она уговаривает Кеничи пойти с ней домой и пытается увести его за руку, но он вырывается и остается в дадзё. Сестра Кеничи расстраивается и отдает Фуринджи подарок, который ей подарила мама перед уходом. Фуринджи говорит, что Кеничи повезло, что у него есть сестра, и спрашивает о ее семье. Она грустно отвечает, что ее родители умерли и что дедушка – это все, что у нее осталось, после чего уходит. Мастера подшучивают над ним, говоря, что он ранил ее чувства. Он восхищается ее талантом и предполагает, что ее трагическое прошлое могло подтолкнуть ее к занятиям боевыми искусствами в детстве. Переполненный эмоциями, он решает извиниться перед ней, но его останавливает Акимицу, который отправляет его в Апачи на дополнительные тренировки. Шигер возвращается и спрашивает о Кеничи, который весь в синяках и ссадинах после тренировки с Апачи. Старейшина спрашивает, не беспокоит ли ее что-то, но она отвечает, что нет, и уходит. Он размышляет о том, как Кеничи положительно повлиял на всех с момента своего приезда. За ужином Кеничи удивляется, увидев, что Фуринджи приготовила много разных блюд. Он спрашивает, почему она не присоединилась к ним за ужином, и Фуринджи объясняет, что предпочитает есть одна. Когда он собирается поесть, мастера воруют его еду, и ему ничего не остается. Позже ночью, проголодавшись, он получает еду, которую Фуринджи приготовила специально для него и принесла на крышу. Это дает ему возможность извиниться перед ней, и она принимает его извинения, говоря, что больше не грустит. Заинтересовавшись мечтами друг друга, она спрашивает его о его желаниях, и он признается, что хочет стать писателем. В ответ он спрашивает о ее мечтах, но она говорит, что это секрет. Шигер, прочитав письмо, которое она написала пару лет назад, рассказывает о желании Ференги стать красивой невестой. Смущенная, Ференги пытается выхватить письмо у Шигера, и тот уходит. Затем она говорит, что хочет, чтобы он всегда был ее лучшим другом. Хотя он и расстроен тем, что не может быть ее парнем, он понимает, что их нынешняя дружба – это лучшее, что может быть. Через несколько дней в клубе садоводов Кеничи увлеченно поливает растения. Изуви замечает его оживленное поведение и комментирует это. Он объясняет, что клуб – его единственное убежище от хулиганов и мастеров боевых искусств. Он вспоминает, как усердно тренировался в дадзё, но не собирается бросать клуб из-за Фуринджи. Она игриво замечает, что несмотря на слухи о том, что он самый сильный и жестокий парень в школе, он довольно добродушный. Он опровергает эти слухи, приписывая их Ниджиме. Заинтересовавшись, она спрашивает, какое его любимое растение, и он ласково называет его королем снеговиков. Он беспокоится, что оно растет слишком медленно. Тем временем Ниджима подглядывает за ними снаружи и думает, что Кеничи не справится с хулиганами, которых он видел раньше. В дадзё Кеничи отрабатывает удары, но Сакаки поправляет его стойку и демонстрирует, как правильно бить, разбивая стену голыми руками. Кеничи говорит, что не может быть таким же, потому что у него нет огромных мышц. Сакаки говорит ему не оправдываться и зовет Фуринджи. Он объясняет, что по силе мышц она слабее его, и просит показать удары. Она демонстрирует свое мастерство, нанося 6 сильных и точных ударов за 2 секунды, и Кеничи в шоке. Сакаки объясняет нюансы основных стилей: нахат, который делает упор на силу мышц, и шре, который фокусируется на скорости ударов. Он говорит Кеничи, что в конечном итоге он должен овладеть обоими стилями, но пока ему следует начать с шре и сосредоточиться на скорости. Кенсей прерывает их и заявляет, что теперь его очередь учить Кеничи. Он демонстрирует движение рукой и предлагает Кеничи потренироваться на улице, пока он читает довольно неприличную книгу. Пока Кеничи отрабатывает необычное движение рукой на улице, прохожие смеются над ним, и ему становится неловко. Но несмотря на это, он серьезно относится к тренировке и не сдается. Увидев его решимость, Фиорини тоже присоединяется к нему.
Она говорит ему, что это упражнение для разминки мышц, и объясняет, что когда он с силой машет рукой в одну сторону, то задействует силу и в другую. Они продолжают разговор, выполняя упражнения, и вдруг неожиданно сталкиваются с бандитом из группировки Рагнарок. Бандит представляется как Тайчи и заявляет, что хочет сделать Фуринджи своей девушкой, победив Кеничи. Она возмущена его наглостью и резко реагирует, но он отвечает ей маниакальным смехом. Друзья Тайчи окружают Кеничи и Фуринджи, фактически поймав их в ловушку, и кажется, что сбежать невозможно. Но, к счастью, появляется Сакаки и вмешивается. Он считает, что это отличный момент для тренировки Кеничи и объясняет ему, как важно правильно стоять перед тем, как атаковать. Сакаки уходит, а Тайчи нападает на Кеничи, и тот падает. Разъяренная Фуринджи вырывается из рук бандита и дает отпор. Кеничи понимает, что двигался слишком медленно и пытается отразить атаку Тайчи, но у него не получается. Тогда он использует прием Кэнсэи и побеждает его, оставив в замешательстве. Не в силах смириться с поражением, Тайчи просит остальных напасть на Кеничи, но Фуринджи побеждает их всех и извиняется перед ним за то, что не спасла его от нескольких бандитов. Испуганный Тайчи убегает, называя ее монстром, а Кеничи пытается ее успокоить. В дадзё Сакаки хвалит его за победу и спрашивает, помогла ли ему тренировка против бандитов. Кеничи отвечает, что это действительно помогло, но втайне признается, что на самом деле это была техника Кэнсэя, которая позволила ему удачно ударить Тайчи по голени. Сакаки сообщает ему, что Апач недоволен им. За то, что он пропустил тренировку в тот день, он идет к Апачи извиняться и объясняет ситуацию. На следующий день Сакаки поручает Кеничи тренироваться с Хиринджи, а затем уходит. Акисам делает то же самое и просит Кеничи тренироваться вместе с ней. Она говорит ему использовать одновременно и атакующие и защитные приемы и добавляет новые элементы в его тренировке. Во время тренировки с Апачи Кеничи пытается увернуться от него, бросая статуэтки Будды. Увидев это, Акаса жалуется Кенсею на поврежденные статуэтки, и они обсуждают нетрадиционные методы тренировок Апачи. В школе Кеничи переживает из-за своих успехов в тренировках и ищет утешения в клубе садоводов. Но когда он приходит в клуб, то видит, что Дэймонджи держит в плену Идзуми, и становится свидетелем того, как друзья Дэймонджи ломают растения. В том числе его любимое растение под названием Король Снежков. Дэймонджи вызывает его на бой, угрожая в противном случае навредить Идзуми. Возмущенный действиями Дэймонджи, Кеничи быстро уворачивается от удара Дэймонджи и наносит ему удар в живот, от чего тот падает. Увидев, что друзья Дэймонджи убегают, Кеничи расстраивается, что не смог спасти свои растения, и извиняется перед ними. Однако Идзуми успокаивает его и предлагает пересадить поврежденное растение. Через несколько дней, к удивлению Кеничи, Идзуми показывает ему растение снежный тростник и говорит, что оно выжило. Он очень радуется и думает о глубоких корнях и медленном росте растения, понимая, что это похоже на его собственный путь в боевых искусствах. Он вспоминает свой недавний успех в борьбе с ударами Дэймонджи и доволен своими достижениями. Он клянется усердно работать, чтобы стать таким же стойким, как его растение Король Снежков. На следующий день в школе головорезы активно ищут его. Чтобы избежать преследования, Кеничи прячется в шкафу и спокойно доедает принесенную ему еду. Позже он сталкивается с человеком по имени Такаши. Кеничи злится, что этот человек помешал ему сходить за покупками с Фуринджи и готовится дать ему отпор, пока она присматривает за остальными. Кеничи восхищается ее способностями и наносит Такаши удар кулаком. Когда Такаши собирается напасть на Кеничи с ножом, она советует ему быть осторожнее и вмешивается, схватив его за пояс, чтобы обезвредить Такаши и его приятелей. Инструкторы дадзё замечают, что Кеничи выглядит подавленным после возвращения из похода за покупками. Абакай беспокоится и спрашивает Сакаки, можно ли ему пойти успокоить Кеничи. Сакаки говорит Абакаю оставить Кеничи в покое. Выйдя на улицу, Кеничи размышляет о стычке с Такаши, особенно о том, как он испугался, увидев нож. Шигер пытается привлечь его внимание. Она показывает ему, что умеет, но он не отвечает. Акаса говорит, что умеет обращаться с разными видами оружия и хочет научить его пользоваться ими. Но, похоже, оружие его не интересует, поэтому Айка-сама подчеркивает, как важно разбираться в оружии, чтобы эффективно противостоять ему. Мастера вместе с Фуринджи внимательно наблюдают за тренировкой Кеничи с Шигир. Она говорит, что они начнут с ножа, но Фуринджи забирает у нее нож и дает ей вместо него ложку. Шигер использует ложку, чтобы демонстративно порвать свою одежду. Услышав шум, к ним подходит старший и делится своим мнением, говоря, что нож или ложка – это просто безобидные металлические предметы, если только они не попадут в тебя. Он объясняет, что неважно, какой предмет использует Шигеру, потому что она всегда попадает в цель.
Старший учит Кеничи спокойно наблюдать за ее движениями и искать возможность для атаки. На этот раз они тренируются с бумажными трубочками. Она показывает ему правильную стойку, нанося удары бумажным свертком, и указывает на его слабые места. Она поправляет его стойку и просит начать атаку. Но когда он это делает, она легко отражает его удары. Несмотря на все попытки, Кеничи продолжает терпеть неудачу и в конце концов падает от усталости. Старший говорит ему, что смелость и боевой дух помогают сохранять спокойствие и находить слабые места противника. Но Кеничи сомневается в себе, потому что ему не хватает смелости. Старший говорит, что тренировки – это главное, и просит Шигеру усложнить задачу. После интенсивных тренировок с Шигеру он так устает, что не может нормально ходить. Затем он видит, как тренируется Сакаки, и восхищается его телосложением, мечтая о таких же мышцах. Внезапно Акасам прерывает его мысли и предлагает Кеничи пойти с ним за покупками. Но оказывается, что Кеничи снова заставляют таскать Акасама на себе, пока тот тренируется. Их тренировка продолжается. На улице Кеничи стесняется девушек, которые смеются над ним. Он спрашивает, когда закончит базовую подготовку, но Акасам говорит, что базовой подготовки не существует. Он объясняет, что раньше мастера боевых искусств больше уделяли внимание спаррингам, чем наращиванию мышц. Акасам рассказывает о рисках и пользе наращивания мышц только с помощью спаррингов. Это укрепляет определенные мышцы, необходимые для боя, но повышает риск получения травмы. Когда его спрашивают, готов ли он попробовать, Кеничи колеблется и отвечает, что нет. Они с Хиринджи заканчивают покупки и возвращаются в додзё. По дороге они встречают банду, которая пристает к двум девушкам, одной из которых оказывается Изуми. Кеничи понимает, что это те же самые люди, которые издевались над Хиринджи и дрались с ним. Главарь банды узнает Кеничи, и они окружают его. Акасаи просит девушек убежать и вмешивается, демонстрируя свою невероятную силу, ломая главарю руку. Затем он ее вправляет, объясняя, что случайно вывихнул кость. Главарь банды приказывает своим людям привести их босса и принести еще оружие. Вскоре появляется босс, огромный мужчина в смешной маске. Между Аки и боссом завязывается драка, в которой Аки демонстрирует свое невероятное боевое мастерство и обучает Кеничи ценным приемам. Ситуация накаляется, главарь банды достает пистолет и направляет его на Аки-саме. Он уверенно подходит к главарю банды и хватает его за голову, прерывая драку, чтобы защитить прохожих. Кеничи поражен навыками своего сенсея и незаметно наблюдает за их боем. То, что он видит, одновременно пугает и впечатляет его, и он решает сохранить этот инцидент в тайне и никому о нем не рассказывать. После этого Кеничи рассказывает Сакаки о силе Аки и узнает о 3 типах мышц в человеческом теле. Розовая мышца, которая сочетает в себе выносливость и скорость, красная мышца для скорости и белая мышца для скорости. Он узнает от Сакаки, что Аки нарушил тренировочные правила, занимаясь странными тренировками в течение 20 лет, из-за чего все его мышцы стали розовыми. После этого Фуринджи беспокоится за Кеничи, который собирается уходить из дома. Он уверяет ее, что ее опасения напрасны. Но по дороге домой он встречает Такаши, который готов с ним драться и даже достал нож. Он вспоминает слова старейшины, что пока его не бьют, ножи и ложки – это просто металлические предметы. Воспользовавшись этим новым знанием, он обезоруживает Такаши, насмехаясь над ним и выбивая нож, когда видит возможность. Затем он вспоминает совет Акасамы о том, что нужно целиться в уязвимые места противника, чтобы вывести его из равновесия, и наносит удар Такаши в лицо. Пока Такаши дезориентирован, Кеничи рассказывает о своей жалкой жизни и суровых тренировках в додзё. Тем временем Хининджи тайно наблюдает за ним, чувствуя облегчение и счастье от того, что Кеничи наконец-то принял решение. На следующий день Шигур использует богов-метателей, чтобы научить Апачи сдерживать себя во время боя, но у него ничего не получается, хотя ему удается спасти одного из богов. Видя это улучшение, он приходит в восторг, что наконец-то научился контролировать себя и может обучать Кеничи технике муай-тай. В школе появляются хулиганы из группы Рагнарок и спрашивают о Кеничи, но его одноклассники говорят, что он всегда пропадает во время обеда. Лидер банды думает, что они его покрывают, поэтому он хватает одного из парней и угрожает ему, но тот говорит, что Кеничи обычно тусуется с Фурунжи и исчезает. В конце концов, лидер банды отпускает парня и идет прямо к шкафчику, уверенный, что Кеничи может быть там, но находит только жуткую куклу с надписью, что Кеничи победит их банду. Один из членов банды, Такита, истерически смеялся, потому что их лидер, Юкита, был уверен, что найдет Кеничи в раздевалке. Но нашел там только дурацкую куклу, которая насмехалась над их игрой. Пока все это происходило, Кеничи был на крыше с Фуринджи и искал жуткую куклу Вуду, которую ему дал Апачи, чтобы защитить его от бандитов. Когда они уже думали, что нашли идеальное укрытие, Фуринджи увидела, как кто-то пытается забраться на крышу, и сразу же ударила его ногой,
но оказалось, что это Нидзима. И она быстро извинилась перед ним. Кеничи был расстроен, что Нидзима вмешивается в его личное время с Фудзи, но Нидзима сказал Кеничи, что бандиты Рагнарока скоро найдут его тайное убежище. И Кеничи придется найти другое место. Нидзима также сказал, что он планировал быстро заработать, обманув парней насчет местонахождения Кеничи. Кеничи надоело, что его друг такой жулик, и он решил уйти с Фуринджи, но Нидзима предложил ему полезную информацию о боях Юкиты и Такиты. Но только если Кеничи попросит его об этом и поцелует его отвратительные ботинки. Когда они успокоились, Нидзима рассказал Кеничи, что Юкину выгнали из школы, потому что он был одержим победами в боях, и что у него был фирменный прием под названием бросок через плечо, который он использовал благодаря своему большому росту. Миядзима также сказал, что у Юкиты был более высокий боевой индекс, чем у Кеничи, которому лучше было бы сдаться, потому что у него не было шансов против Юкиты. Ситуация ухудшилась, когда Кеничи узнал, что Такита когда-то был новичком в мире бокса, и услышав это, он сразу же убежал, спасая свою жизнь. Когда он приходит в дадзё, он видит, что мастера играют в какую-то игру и очень веселятся. Но Сасаки объясняет, что они просто играли, чтобы решить, кто будет обучать Кеничи новым техникам. Победителем оказывается Апакай. Кеничи в шоке, потому что ему предстоит сразиться с боксером, но Аким и Апакай успокаивают его, говоря, что тайские боевые искусства помогут ему победить боксера за короткое время. Хотя искусство муай-тай смертельно опасно, Апакай слишком взволнован, чтобы обучать Кеничи. Их первый урок – это тауранг муэ, чтобы научиться правильно стоять, затем тесаак, движения с использованием локтей и коленей, которые являются основными элементами муай-тай. А Касая предупреждает Кеничи, чтобы он был осторожен, потому что неправильные движения локтями и коленями в муай-тай могут убить противника, и это отбивает у Кеничи желание учиться. Однако старший говорит ему, что знание муай-тай поможет ему защищать слабых от хулиганов, и что причинение вреда противнику не является конечной целью, если в его сердце нет зла. Тем временем между членами банды Рагнарока возникает недопонимание, потому что одному из лидеров банды надоело, что Такита медленно собирает информацию. Пока он не говорит, что они нашли тайное убежище Кеничи. Пока что Кеничи хорошо справляется с основными движениями муай-тай, поэтому Апакай говорит ему, что пора наносить удары. Но Кеничи беспокоится, что Апакай не сможет контролировать свою силу, поэтому он случайно попадает по Фудзи, пытаясь убежать от него. Это расстраивает Апакая, который чувствует, что все его тренировки по самоконтролю были напрасны, но Кеничи подбадривает его и решает рискнуть. После того, как Кеничи наносит первый удар, наступает очередь Апакая. Но как только Апакай наносит первый удар, он отправляет нашего любимого ученика в 5-минутное путешествие на небеса. Позже Сасаки видит, как Апакай играет с детьми и говорит им, что он сожалеет о своей ошибке. Сасаки улыбается, наблюдая, как дети пытаются подбодрить Апакая. В дадзё Кеничи готовится к следующему этапу тренировок, но Фудзи беспокоится, что у него развилась амнезия из-за травм головы, полученных в бою с Апачи. Она рассказывает об этом Аки, но тот говорит, что потеря памяти – это временное явление. Сасаки рад видеть, что Апакай тренируется со своим отцом, когда Апакай расстраивается из-за своих смертельных ударов. Его учитель говорит ему, что он должен относиться к своим боям с Кеничи так, будто он просто играет с соседскими детьми, а не занимается боевыми искусствами. Кеничи все еще в приподнятом настроении и с нетерпением ждет продолжения тренировок с Апакаем. Но по дороге Шигер предлагает ему шлем, чтобы защитить голову от возможных травм. Однако он игнорирует ее и думает, когда же он успел ей понравиться. Когда он приходит на тренировочную площадку, Апакай обещает ему быть осторожным, но Кеничи чувствует, что это дежавю. Когда тренировка начинается, Сасаки задается вопросом, помогут ли советы старшего Апакаю. Так вот, старший говорит ему, что Апачи жесток только в реальных боях из-за своих рефлексов, но так как у него мягкое сердце, он легко справится с этим. Сасаки подтверждает это, говоря, что Апачи – самый беззаботный человек из всех, кого он знает. Старейшина одобряет заботу Сасаки о своем друге, потому что он специально попросил старейшину обучить Апачи, но Сасаки чувствует себя преданной, потому что это должно было стать ее маленьким секретом. Пока они продолжают тренировку, теперь очередь Апачи наносить удар, и он почти наносит еще один смертельный удар в Кеничи. Но он помнит слова старейшины и представляет Кеничи ребенком. Когда он наконец наносит удар, он получается таким мягким, что Кеничи едва касается земли. Все удивлены и впечатлены тем, что удар Апача не причинил Кеничи никакого реального вреда. Но когда он позже ударил его ногой, то отправил беднягу в другой мир, проделав дыру в стене. На следующий день Такета и Юкита отправились в убежище Кеничи, ожидая момента, чтобы наброситься на него. Но, к счастью, Кеничи в тот день так и не появился. Это означает неприятности для ребят, потому что уже месяц они не могут представить Кеничи своему лидеру ринга, что ставит под угрозу их положение в Рагнарёке. Такита придумал план, который он называет «Миссия невыполнима». Во время тренировки Фуранджи просит Кеничи потренироваться с ней, но он говорит ей, что это противоречит его принципу никогда не бить женщину. Услышав это, Сасаки
Саки пользуется возможностью поджарить его, говоря ему, что его удары не окажут никакого эффекта на Фуринджи и что она идеальная пара для этого. Партнер, с которым можно практиковаться в спарринге, учитывая, что мастера дадзё слишком продвинуты для него. Фуринджи на мгновение задумывается, прежде чем сказать Кеничи, что он добрый, но внезапно начинает нападать на него и жестоко избивать. А старший говорит, что доброта не в том, чтобы позволять себя избивать, и что Кеничи поступил грубо, отказавшись сотрудничать, когда Фуринджи искренне хотела научить его драться. После того, как Кеничи получил достаточно ударов, он собрался с силами и решил сразиться с Фуринджи, но потерпел поражение, хотя она и не била его в полную силу. Позже они пьют чай, и Кеничи краснеет, заметив, что они одни в комнате. Она замечает, что он странно себя ведет, и спрашивает почему, но он быстро меняет тему. Но тут появляется Нидзима и портит все впечатление, заставляя Кеничи чувствовать себя раздраженным и разочарованным. Затем Нидзима говорит, что у него есть информация о Такитё. Оказывается, он был таким невероятным бойцом, что выиграл боксерский турнир своим фирменным приемом, который называется неуловимый левый. Это неожиданный прямой удар левым кулаком в голову противника, от которого тот теряет сознание и не помнит, что было до этого. Услышав это, Кеничи говорит, что скорее всего скоро умрет. В школе те двое придурков из класса Кеничи планируют пригласить Форенджи на свидание, поэтому они говорят, что будут лучшими друзьями Кеничи, чтобы сблизиться с ней. К несчастью для них, Юкита застает их врасплох и просит их пойти с ним, думая, что они лучшие друзья Кеничи. Во время лекций Каничи открывает учебник и находит записку от Юкиты с угрозами убить его двух лучших друзей. Сначала Кеничи удивляется, что у него нет друзей, кроме Фунджи и, может быть, Нидзимы. Но тут учитель объявляет, что Шимеима и Тейка отсутствуют. Тогда Кеничи понимает, что происходит, но ему все равно, потому что они были скорее хулиганами, чем друзьями, и не заслуживали спасения. На крыше Юкита связал так называемых лучших друзей Кеничи, и это было частью плана Тикиты, чтобы заманить Кеничи к ним. Но тут один из них признается, что вопреки тому, что думает Кеничи, они не его лучшие друзья, а те, кто раньше его обижал. Разозлившись, что они отняли у него время, Юкита избивает их, но вдруг слышит чей-то голос, приказывающий отпустить их. Заметив, что Кеничи нет, Фунджи начинает беспокоиться. Юкита наконец-то рад, что может схватить Кеничи, и пытается использовать свой знаменитый бросок через плечо, чтобы победить его, но Кеничи с легкостью уклоняется от всех его атак. Это злит Юкиту, и он яростно бросается на Кеничи. Но когда он подбегает, Кеничи использует технику Каолай и бьет его коленом в лицо, отчего тот падает на землю. К сожалению для Кеничи, этот удар сильно подействовал на Юкиту, и тот сразу потерял сознание. Увидев это, Кига приходит в ярость и достает белый мел и секундомер. Он рисует мелом квадрат и, закончив, разбивает его голыми руками в воздухе. Такеда говорит Кеничи, что раньше он был профессиональным боксером, поэтому будет драться только одной рукой. Пригласив Кеничи на ринг, он включает секундомер и начинает двигаться из стороны в сторону, сбивая Кеничи с толку. Он уверенно говорит Кеничи, чтобы тот попытался его повалить, но говорит, что если его повалили трижды за один раунд, то он проиграл. Когда Кеничи выходит на ринг, он применяет технику муай-тай, но Такеда мгновенно наносит 3 быстрых удара по его лицу, и Кеничи падает. Он не понимает, что произошло, но ему удается подняться и сделать еще одну попытку. Каниши пытается ударить Такиту, но как бы он ни старался, Такита уклоняется от всех его атак. Когда Такита находит брешь, он наносит еще 3 быстрых мощных удара, которые ранят Кеничи, и тот снова падает во второй раз за этот раунд, понимая, что ему не справиться с Такедой. Когда кажется, что все потеряно, Кеничи вспоминает тайскую технику, которая представляет собой удар ногой в колено, который эффективно поражает слабое место боксера. Когда он снова поднимается, он наносит Такеде удар ногой в колено и удивляет боксера еще одним ударом. Это убеждает Такиту, что Кеничи знает больше, чем положено, и что у него невероятная сила ног. Последним ударом Кеничи ослабляет колени Такеды, и тот падает, но тут же поднимается. Теперь Такеда двигается гораздо медленнее, чем раньше, и Кеничи наносит ему удар в лицо. Но как только он собирается нанести один из своих фирменных ударов коленом, раздается сигнал об окончании раунда, и они оба делают перерыв. Такита чувствует ужасную слабость в коленях, но старается не показывать этого, задаваясь вопросом, что же за человек Кеничи. А Кеничи удивляется, почему такой талантливый боксер, как Такита, ушел из спорта. В этот день у Апачая плохое предчувствие, поэтому он проводит небольшой ритуал с куклой Вуду, чтобы Кеншира был в безопасности. Тем временем Кеншира и его соперник отдыхают, и Кеншира из любопытства спрашивает Такеду, почему тот бросил бокс.
Такеда удивляется вопросу и предупреждает Кинширо, что не стоит расспрашивать людей о личных вещах, иначе можно потерять друзей. Такеда начинает свой рассказ. Это случилось, когда он был новичком в боксе. У него был лучший друг по имени Акшита, который был его боевым товарищем и всегда его поддерживал. Но однажды с Акшитой случилось несчастье, и Такеда решил вмешаться, несмотря на то, что на следующий день у него был бой. Как раз в тот момент, когда история Такеды становится интересной, раздается сигнал, означающий, что пора возвращаться на ринг. Кинширо не был готов к бою, поэтому он попросил Такеду закончить свой грустный рассказ, но Такеда уже был готов к новому раунду избиения. Они возобновляют бой, и Кинширо очень настойчиво пытается использовать свой низкий удар ногой, но Такеда продолжает уклоняться от его атак. В конце концов, используя свою невероятную скорость, чтобы нанести несколько ударов по лицу и телу Кинширо. В этот момент Кинширо вспоминает, что Апачай говорил ему во время тренировки, и это помогает ему увернуться от атак Такеды. В пылу боя Кинширо продолжает расспрашивать Такеду, чтобы тот продолжил свой рассказ, и тот продолжает с того места, где остановился. В тот день, когда Такеда узнал, что его друг попал в беду, он сразу же бросился на помощь, и они вместе победили плохих парней, но Такеда получил травму левого предплечья. На следующий день он пропустил матч и, к сожалению, больше никогда не играл, потому что его рука так и не восстановилась. Но и Кишита выиграл множество турниров и стал звездой, оставив его позади. Причиной такого поведения Такиты стало то, что его друг перестал с ним общаться и отвернулся от него, хотя именно из-за него Такита получил травму. Теперь Такита говорит, что этот опыт научил его тому, что дружба – это всего лишь иллюзия, ведь те двое парней, которые пришли ему на помощь, бросили его на произвол судьбы. В этот момент Каничи, уставший и почти побежденный, не соглашается с Такитой, говоря, что он пришел не ради тех парней, а потому что не мог смотреть, как они страдают, и хотел им помочь. Воспользовавшись моментом, Кеничи наносит свой фирменный удар коленом, и тело Такиты пролетает сквозь сетку. Каким-то чудом Кеничи удается спасти Такиту от падения, хотя он сам был удивлен, как быстро все вышло из-под контроля. Тем временем Френджи в классе удивляется, почему Кеничи так долго не возвращается, но тут ее внимание привлекает тело Такеды, висящее на канате, которое держит Кеничи. Она быстро берет у учителя записку и бежит на помощь Кеничи. Пытаясь поднять его, Кеничи говорит Таките вытянуть левую руку, но, к сожалению, Такита не может пошевелить рукой после несчастного случая. Такида говорит Кеничи, чтобы тот не пытался его спасти, потому что он не выживет, и кроме того Кеничи подвергает себя риску упасть вместе с Такитой. Собрав последние силы, Кеничи тащит Такиту к краю крыши, а сам чуть не падает. Но благодаря чудесному вмешательству Юкиты, который наконец-то пришел в себя, Кеничи удается удержаться. Юкита тут же поднимает его и отчитывает за то, что он чуть не погиб. Кеничи падает на землю без сознания, и в таком состоянии его находит Фуринджи. Она в ярости избивает Юкиту и Такиту. Позже Фуринджа отводит их к Амасеку, который обрабатывает их раны, а Такита хвалит ее за необычайную силу. Когда Амасек спрашивает Такиту о его раненой руке, тот удивляется, потому что никогда не говорил об этом. Амасек делает ему массаж руки, хотя это причиняет Таките сильную боль, и говорит, что причина, по которой он не мог двигать рукой, в защемлении нерва. Когда Такита пытается убрать руку, чтобы не было так больно, он понимает, что снова может двигать рукой. К счастью для Такиты, Амасек сказал ему, что теперь он может вернуться к полноценным тренировкам по боксу. Но Амасек предупредил, что ему придется терпеть болезненные процедуры по вправлению костей еще 700 раз. Когда Кеничи возвращается домой, он без труда открывает банку, с которой не мог справиться его отец. Этот простой подвиг наполняет отца гордостью за силу сына. Лежа в постели, Кеничи просматривает многочисленные книги по саморазвитию и понимает, что ему нужно быть более настойчивым, чтобы пригласить Ференги на свидание. Но подойти к ней непросто, потому что от нее исходит мощная аура. В комнату заходит его сестра, ей интересно, что он читает, и они начинают спорить. Вдруг входит отец и читает что-то из книги, отчего Кеничи становится очень неловко. Отец Кеничи, напротив, не придает значения этим странным книгам по саморазвитию. Он советует сыну найти свой собственный способ завоевать сердце Ферги. Но Кеничи без книги не может быть уверенным в себе. Отец рассказывает историю о том, как его жена в молодости писала ему много писем, потому что очень его любила. В этот момент мама Кеничи достает любовные письма, которые муж писал ей, и предлагает прочитать их детям, но отец крепко ее обнимает, чтобы сохранить свой секрет.
Когда члены банды Рагнарока узнают о поражении Такиты, Суджи смеется над Кизарой, которая полагается на боксера. Она удивляется, что Кеничи выжил. Один из членов банды советует ей не позволять Кеничи вступать в другую банду, опасаясь, что это может навредить. Она решает, что единственный выход — убить мальчика. Услышав это, Суджи предлагает разобраться с Кеничи лично. Позже Кеничи идет извиняться перед хулиганами за то, что втянул их в свои проблемы с членами банды. Они, в свою очередь, удивлены и напуганы, думая, что он заманивает их в ловушку. Они боятся, что должны извиниться перед ним за то, что убежали, когда он их спас. В конце концов, они понимают, что он просто одинокий человек. Во время тренировки Канеки говорит, что ему нужно кое-что ей сказать, но она велит ему сосредоточиться и во время спарринга бросает его на землю. Но после боя Кеничи не может набраться смелости, чтобы пригласить ее на свидание. Когда она уходит, он решает спросить совета у мастеров дадзё. Но это не помогает, потому что Сасаки может дать совет только по поводу боевых искусств, а не по поводу женщин и денег. Эмиси превращает советы по отношениям в урок высшей математики, а Апака увлеченно беседует с кроликами. Кенсей говорит ему, что нужно просто подойти и спросить Фуринджи напрямую, но Кеничи не понимает, как это сделать, ведь она может оторвать ему руку или что-то в этом роде. Кенсей говорит Кеничи, что у него не получится построить хорошие отношения с Фуринджи, если он не будет ей доверять. Кеничи говорит, что почти ничего не знает о Фуринджи, и Кенсей тут же достает альбом с фотографиями, который он сделал вместе с Фуринджи. Сначала Кеничи злится, но потом хвалит Кенсея за хорошую работу и отдает ему альбом в обмен на фотографии. Он начинает листать альбом, и тут заходит Фуринджи и спрашивает, чем они занимаются, но они в панике пытаются спрятать альбом. Но Фуринджи мило просит Кеничи сходить с ней за покупками. Кеничи ожидал романтической обстановки, но ему пришлось нести с собой целую планету, а Фуринджи только добавляла все больше и больше вещей, и Кеничи сравнил себя с Атласом. Фуринджи объясняет, что попросила его сходить с ней, потому что больше никто в доме не может помочь, и она хотела поболтать с ним. Потому что они оба были заняты в последнее время, но просто как друзья. Вдруг они встречают Суджи и еще нескольких членов банды Рагнарёк. Суджи говорит, что хочет поговорить с Кеничи наедине, а Фуринджи может идти своей дорогой. Но один из мелких членов банды недоволен, потому что изначально они договаривались, что убьют Кеничи, чтобы Фунджи мог забрать его вещи. Суджи злится на этого надоедливого парня и несколько раз раскручивает его в воздухе, а потом бросает в мусорку. В конце концов, члены банды уходят вместе с Кеничи, а Фунджи быстро звонит Апачуи и просит его забрать продукты, пока она догоняет бандитов. По пути Кензи догоняет Фунджи и сразу достает камеру, чтобы снимать ее, игнорируя все протесты. Чтобы привести ее в чувство, Ансай говорит, что Суджи намного сильнее Кеничи, но спрашивает, будет ли она продолжать сражаться за него. Затем он говорит, что поддержка может стать ненужной и даже вредной для такого парня, как Кеничи. Понимая, что Фунджи беспокоится о Кеничи, Кензи говорит, что они могут незаметно следовать за ним и, если понадобится, незаметно сражаться. Пока они разговаривают, Суджи просит Кеничи стать одним из его подчиненных, потому что он хочет, чтобы под его началом были сильные ребята, и в итоге он сможет стать главой Рагнарока. Для него это признак сильного человека, но Кеничи спрашивает Суджи, планирует ли он всю жизнь оставаться преступником без каких-либо серьезных планов на будущее. Это расстраивает Суджи, потому что, честно говоря, слова Кеничи имеют смысл. Затем Суджи говорит, что свобода важна для мужчины. Но Кеничи говорит, что свобода не оправдывает причинение вреда другим, а значит, это тирания. Сказав это, Кеничи поворачивается, чтобы уйти, но Суджи вызывает его на бой, потому что Кеничи только что оскорбил их свободу. Кеничи не хочет прибегать к насилию, пока Суджи не назовет его трусом. Чтобы начать бой, Суджи снимает рубашку и говорит Кеничи, что настоящие мужчины решают споры кулаками, а не словами. Когда Суджи называет его неженкой, они начинают обмениваться оскорблениями, но в тот момент, когда Кеничи называет Суджи идиотом, в нем просыпается темная сторона. Суджи бросается на Кеничи с огромной скоростью и замахивается кулаком, но Кеничи быстро блокирует удар и наносит мощный ответный удар. Суджи снова нападает на Кеничи, и на этот раз Кеничи бьет его в грудь. Хираджи с удивлением наблюдает за происходящим, несмотря на то, что Суджи сильнее Кеничи. Кензаки говорит ей, что исход боя не зависит от того, кто сильнее. Суджи предлагает Кеничи ударить его еще раз. Это пугает Кеничи, и чтобы подтвердить его опасения, когда он бьет Суджи в лоб, его кулак нагревается и становится красным. А Суджи истерически смеется, не показывая никаких признаков боли. Увидев это, Кензаки говорит, что Кеничи почти наверняка проиграет. Суджи берет верх и, прежде чем нанести мощный удар в лицо, сбивает Кеничи с ног.
Хираджи беспокоится за Кеничи, а Суджи говорит ему продолжать бой или признать поражение как слабак. Кеничи встает и пытается вести себя уверенно, но Суджи не теряет времени и снова бросается на него. Он видит приближающийся удар и пытается увернуться, но Суджи быстрее, и он бьет Кеничи в лицо апперкотом. Кенсей боится, что Кеничи скоро будет унижен и побежден Суджи. Фёрнджи пытается помочь, но говорит ей, чтобы она не вмешивалась, и продолжает снимать на камеру, как Суджи бьет Кеничи в лицо. Суджи говорит гадости о силе своего противника, заставляя его встать, как будто ничего не произошло. Кеничи стоит на месте, когда Суджи бросается на него с быстрым ударом, но Кеничи теряет бдительность, когда Суджи бьет его головой. Он пытается ответить ударом ноги, но противник блокирует его и хватает за ногу, из-за чего Кеничи теряет равновесие и падает. Суджи бьет его ногой по лицу и называет его подражателем боевых искусств. В дадзё Ака и Шигер вешают на деревья кукол-талисманов, чтобы защитить Кеничи. Акусий сожалеет, что старейшина не одобрит их ритуал, и вскоре старик прогоняет росу. Кеничи продолжает получать удары как слабак. Фёрнджи очень хочет помочь, но Кенсей говорит ей, чтобы она не вмешивалась. Суджи удивлен, что Кеничи все еще стоит, и что у этого маленького придурка хватает смелости огрызаться. Он угрожает разорвать Кеничи на куски, но Кеничи не собирается сдаваться без боя, поэтому он говорит, чтобы Суджи продолжал. Приспешники Суджи в шоке от того, насколько Кеничи уверен в себе, но они также боятся, что их босс может убить его в гневе. Устав от громкого рта Кеничи, Суджи бросается на него, чтобы нанести последний удар. Однако Кеничи быстро перехватывает его, используя специальную технику, которой его научила Фунджи. Суджи падает на землю, и Кенси думает, что сейчас он его прикончит, но почему-то медлит и не может собраться с силами. Это позволило Суджи быстро схватить его за ногу и повалить на землю. Суджи набрасывается на него и начинает выкручивать ему ногу, растягивая ее до предела. Фунджи уже собирается выскочить из кустов, чтобы помочь ему, но Кенси снова ее останавливает. Он говорит, что Такита только что пришел и спасет положение. Такита бьет Суджи кулаком по лицу, прежде чем тот успевает сломать Кеничи ногу, как куриную косточку. Головорезы говорят Таките, что он нарушил правила их банды, напав на их босса. Но Такита удивляет их, говоря, что он больше не член банды Рагнарок. Головорезы пытаются его избить, но он расправляется с ними за несколько секунд. Суджи пытается отомстить, но Такита предупреждает его, что если он не хочет такой же участи, то пусть не дергается. Такита хватает Кеничи и убегает, а Суджи посылает своих головорезов за ними. Они продолжают бежать, и Ито уже собирался сдаться, когда Кенси внезапно появляется и помогает им. Он одним ударом разбивает мост, сбрасывая всех головорезов в реку. Фунджи не могла поверить своим глазам и решила, что Кенси гораздо сильнее, чем кажется. Такита отводит Кеничи в дадзё, чтобы тот отдохнул и подлечился. Но когда он просыпается, то видит столько убийственных взглядов, что жалеет, что не остался на улице. Аки и остальные сенсёи ругают Кеничи за поражение от Суджи. Шио говорит ему, чтобы он был осторожен, потому что в школе его могут побить. Кеничи очень напуган и прячется за Фудзи, которая похожа на зефирку. Она говорит ему, чтобы он не боялся, но мысль о том, что его снова будут бить, сводит его с ума. Кеничи почти ничего не помнил после боя, поэтому он спросил, как он оказался в дадзё. Кенсей сказал ему, что его привел Такита. Такита же спас его от избиения Цуджи. Он сказал, что Кеничи должен научиться быть более непредсказуемым и жестоким в своих атаках в будущем. В школе Кеничи прячется, чтобы избежать встречи с хулиганами. Ниджима напугал его и сказал, что вся школа знает о его поражении. Вскоре трое здоровенных старшеклассников начали преследовать его, пока не загнали в угол. Для Кеничи это был конец. Но тут снова появился Такита со своим ангелом-хранителем. Он пригрозил хулиганам, что они будут истекать кровью, и они убежали, как цыплята. Кеничи поблагодарил его за спасение, как и в прошлый раз. Такита сказал ему не волноваться, потому что он в долгу перед ним за спасение его боксерской карьеры. По пути они побили Юкиту, и Кеничи испугался, что между ними вот-вот начнется драка. Но Юкита поздравил Такиту с тем, что он ушел из банды, чтобы следовать своей мечте. Он пообещал защищать его от хулиганов в Рагнароке, но предупредил, что Кеничи должен быть готов к тому, что его ждет. В дадзё Акаша собрал всех сенсеев на совещание. Он предложил новый интенсивный тренировочный режим, чтобы превратить Кеничи в боевую машину. Старший спрашивает, как будет проходить этот план. Ака им объясняет, что сначала они сделают Кеничи постоянным учеником дадзё. Затем они будут обучать его боевым искусствам, пока он не будет на волосок от смерти. Всем сенсеям нравится эта идея, и их глаза горят в предвкушении. В школьном бассейне Фуринджи выходит из воды, вызывая зависть у всех девочек. Она проходит мимо двух из них, которые спрашивают, что им нужно сделать, чтобы получить такое же тело. По пути она замечает, что за Кеничи гонятся хулиганы, и выглядывает из-за угла. Изуми подходит к ней и спрашивает, какие у них с Кеничи отношения,
ведь они всегда встречаются после занятий в клубе. Фуринджи отвечает, что они просто друзья. В раздевалке, пока Фуринджи одевается, она случайно проговаривается, что Кеничи будет жить у нее дома. Изуми подслушивает и клянется выяснить, что между ними происходит. Кеничи побеждает хулиганов, которые его преследовали, и возвращается в дадзё, где продолжает тренировку. Он делает отжимания одной рукой под присмотром экзайма, и тренировка заканчивается раньше, к удивлению Кеничи. Он задается вопросом, почему его учитель вдруг стал таким добрым. Позже он сражается с Фуринджи, и она довольно легко его побеждает. Сасаки вмешивается и просит ее быть помягче с Кеничи, что еще больше удивляет его. Он думает, что все в дадзё замышляют что-то недоброе, видя, как все вдруг стали такими милыми. Кеничи сталкивается с Апачаем, который случайно намекает, что что-то планируется. Подозрения Кеничи подтверждаются, когда Шигер говорит ему бежать. На встрече с мастерами он просит их объяснить, и старший спрашивает, нравится ли ему Рюдзанпаку. Кенси отвечает утвердительно. Услышав это, старший приходит в восторг и говорит, что теперь Кенси будет постоянным учеником. Однако, представив, какой будет его жизнь, Кенси убегает, но его догоняет Аким и другие мастера, которые в итоге загоняют его в угол и связывают. Кенси агрессивно сопротивляется, называя их убийцами, но Кенси-старший решает подойти к нему с другой стороны. Он спокойно объясняет ему преимущество того, что он будет жить в дадзё вместе с Фуринджи и другими учениками. Его объяснение полностью убеждает Кенси, и он с радостью бежит домой, чтобы попросить разрешения у родителей. Отец Кенси сначала против того, чтобы его сын постоянно жил в дадзё, но потом меняет свое мнение, видя решимость и целеустремленность в глазах сына. Он разрешает ему уйти, несмотря на протесты Ханьюки, которая делает все возможное, чтобы остановить его. Но Кенси все равно уходит, оставляя отца, который плачет. Кенси подходит к воротам дадзё и на мгновение останавливается, представляя, что он будет делать с Фуринджи. Его прерывает Акаса, который шутит с ним, и вскоре к ним присоединяется Фуринджи, который тепло приветствует Кенси. Но когда Кенси заходит в дадзё, он видит всех мастеров, стоящих за последней дверью, и их аура настолько сильна, что может сбить его с ног. Когда он просыпается, Сасаки говорит ему, что с этого момента все будет по-другому, начиная с того, как он к ним обращается, и заставляет его постоянно называть Сасаки мастером. Акис просит его не умирать во время предстоящих тренировок, и Кеничи задумывается, что же это за тренировки. И Касин просит его представить худшую тренировку, которую он только может себе вообразить, и когда Кеничи представляет, и Касин говорит, что тренировки будут еще хуже. Услышав это, Кеничи пытается убежать, но его тут же возвращают в дадзё. Его тренировки начинаются почти сразу же, и он начинает с подтягиваний над горящей печкой, которую раздувает Акасайн. Акасайн говорит, что это называется танец кальмара. Он объясняет, что это тренировка, чтобы научить его выкладываться по полной, когда он загнан в угол. На следующей тренировке его встречает Шигер с яблоками, которые она раскладывает по всему его телу, которое находится в определенной позе. Что же это за тренировки? И Касин просит его представить худшую тренировку, которую он только может себе вообразить, и когда Кеничи представляет, и Касин говорит, что тренировки будут еще хуже. Услышав это, Кеничи пытается убежать, но его тут же возвращают в дадзё. Его тренировки начинаются почти сразу же, и он начинает с подтягиваний над горящей печкой, которую раздувает Акасайн. Акасайн говорит, что это называется танец кальмара. Он объясняет, что это тренировка, чтобы научить его выкладываться по полной, когда он загнан в угол. На следующей тренировке его встречает Шигер с яблоками, которые она раскладывает по всему его телу, которое находится в определенной позе. Она просит его не двигаться, потому что эта тренировка должна проверить его храбрость, и начинает рубить яблоки мечом, пока Акасайн наблюдает за ней с довольным видом. Затем Сасаки заставляет его ходить на руках. Эта тренировка, как объясняет Сасаки, должна укрепить его руки, чтобы он мог не только бить, но и пинаться. Апача обещает, что во время тренировки не будет ничего необычного, но, как обычно, Кеничи получает удар в тренировочном зале. Ночью после первого дня тренировок Кеничи начинает думать, случится ли когда-нибудь то, что он представлял себе с Фуринджи, и его надежды угасают. Он достает одну из своих книг по самопомощи, в которой рассказывается, как сбежать, и начинает планировать побег, но тут же понимает, что все дадзё патрулируются. Однако он находит письмо от отца, в котором тот призывает его остаться. Мастера подслушивают его клятву остаться и решают наградить его. Поэтому они выводят его ночью на улицу, и Кенси говорит ему, что он будет рисковать жизнью на тренировке. Кенси ведет его
через лес за Дадзё и объясняет, что им нужно будет незаметно пробраться к горячему источнику по тропе, усеянной смертельными ловушками, откуда они смогут подглядывать за купающейся женщиной. С упорством и решимостью они пробираются через лес, уворачиваясь от ловушек, и их цель становится все ближе. Наконец они видят желтые волосы, похожие на челку, и начинают драться за то, кто будет подглядывать первым. В конце концов их разнимает внезапно появившийся старейшина, который все это время был в горячих источниках. Сначала они разочарованы, но вскоре расслабляются, когда присоединяются к купанию в горячих источниках, наслаждаясь плодами своего тяжелого путешествия. Через неделю после отъезда Кеничи Ханока уже так сильно скучает по нему, что собирается навестить Додзё. Она собирает для него закуски вместе с мамой, представляя, как Кеничи удобно устроился рядом с пышногрудой ведьмой Пуринджи. На следующее утро Ии будет Кеничи очень рано, чтобы провести еще одну изнурительную тренировку. На этот раз Кеничи должен бежать, таща за собой Ии, привязанного к его поясу, и одновременно уворачиваясь от ударов Ии. На следующем этапе тренировок Кеничи будет заниматься с Сасаки, который велит ему нанести удар. Кеничи пытается ударить Сасаки, но тот жестоко его пинает, и Кеничи чуть не отправляется к своим предкам, если бы не Фуринджи, которая вовремя объявляет о завтраке. К сожалению, Кеничи не может избежать издевательств мастеров даже во время завтрака, потому что они по очереди отбирают у него еду с тарелки. Но он уже научился за себя постоять. Позже он идет за покупками с Фуринджи, и она говорит, что теперь ей легче ходить по магазинам благодаря ему. Кеничи говорит, что готов сделать для нее все, что угодно. Хотя мы видим, как бедный мальчик с трудом идет, потому что на его ногах привязаны гири, а на спине тяжелый пакет с продуктами, но Кенсей добавляет еще гирь к его ногам. Тем временем в Дадзё приходит Анока, удивляясь, почему здесь всегда так грязно. Она пытается открыть дверь, но она такая тяжелая, что кажется, будто она заперта. Тогда Анока забирается на крышу на велосипеде, но там ее встречает Апачи, и она сразу же прячется за столбом. Когда кажется, что игра в прятки закончилась, Ханока пробирается в Дадзё через ворота, но падает, и тут же появляется Абакай. Апачи вежливо представляется, но Ханока тут же атакует его печеньем и пытается убежать. Он снова преграждает ей путь, и она атакует его другим лакомством. Она продолжает бросать в него закуски, которые приготовила для Кеничи, пока у нее не остается последнее. Ханока решает сбежать, но случайно падает с крыши. Она ожидала, что разобьется, но, к ее удивлению, ее падение смягчило Апакай. Она наконец-то поняла, что не все в этом убогом Дадзё враги, и сразу подружилась с Апакаем. Они пошли искать Кеничи, но его нигде не было. В это время мышка Ши запрыгнула в сумку Ханаки и украла обед Кеничи. Когда Ханака встретила Шигу, она увидела, что у Шигу есть еще одна сестра. Позже Апака и Шигу не знали, что приготовить для девочки, и лучшее, что они смогли придумать, это отвратительный чай. Ханака была очень недовольна чаем, который они ей подали, и сразу же научила их готовить чай, за что они назвали ее гением. После напряженного дня, проведенного с гантелями и притворством, что все в порядке, чтобы впечатлить Фуринджи, Кеничи вернулся домой и увидел, что его младшая сестра веселится с Апакаем и Шиги. Ханака побежала встречать Кеничи, но он грубо сказал ей, что ей не следует приходить, потому что он пытается сосредоточиться на тренировках. Хотя Фуринджи сказала, что она может приходить, когда захочет, Ханака посмотрела на нее взглядом ревнивой младшей сестры. Позже Эмма позвала Кеничи на тренировку, и первым, с кем ему пришлось тренироваться, была Фуринджи. После их боя Ханака предупредила ее, чтобы она не причиняла вреда брату, но Фуринджи лишь крепко обняла ее. Затем Кенеки тренировался с Апакаем и оказался под землей. Увидев это, Ханака заплакала, и Апакай успокоил ее, сказав, что он не причинит вреда ее брату. В последний раз они тренировались с Эмис, и когда Ханака увидела, как сильно избит ее брат, она умоляла их остановиться, говоря, что они просто безжалостно избивают его, и все это ради тренировки. Но Эмисса показала ей, что они не просто так избивают Кеничи, потому что он снова встал в стойку с решительным и бесстрашным видом. Ханака вспомнила взгляд Кеничи, который она видела много лет назад, когда он пытался дать отпор хулиганам, которые приставали к ней. Она наконец поняла, что они просто тренируют ее брата, потому что видят в нем потенциал. Позже той ночью, когда она уходит, Кеничи просит Ханаку не приходить к нему, потому что он не хочет, чтобы она видела, как его избивают мастера. Она обещает больше не приходить. На следующее утро Ханака сидит и играет в игры с Апачаем и Шигером, и Кеничи ругает ее за это. Она напоминает ему, что обещала не приходить к нему, а значит, она была здесь только ради Апачая и Шигера, и не только в тот день, но и каждый день. На следующее утро Изуми пытается пригласить Кеничи на свидание, но Фуринджи прерывает ее, говоря, что им пора домой.
Она также говорит Изуми, что они теперь живут вместе, и это беспокоит Кеничи, потому что он не хочет, чтобы кто-то думал, что они живут вместе. Но он уже опоздал, потому что Такашима подслушал их разговор и собирается пожаловаться на Фуринджи учителям. Как и ожидалось, Фуринджи получает звонок, в котором ей сообщают, что учителя придут к ней домой на следующий день. Сначала Кеничи не понимает, почему она так паникует, но когда мастера демонстрируют свое пятисекундное безумие, Кеничи начинает беспокоиться. Фурунджи призывает их к порядку и говорит, что они должны вести себя подобающе во время предстоящего визита, поэтому Сасаки и Ака обещают продемонстрировать свои впечатляющие навыки. Но Фурунджи советует им этого не делать, потому что их могут выгнать из школы. Кеничи просит ее не рассказывать учителям об их совместном проживании, но Фурунджи жестоко отвергает его, говоря, что они никогда не жили вместе. Чтобы вести себя как ее отец, Фурунджи назначила Хасейна, но тот сказал, что у него есть другие дела, и она была разочарована. Фурунджи расстроилась, потому что ее единственный оставшийся в живых родственник, дедушка, был далеко, и больше некому было играть роль ее родителей. А она уже указала их имена в своих школьных документах. Тронутый ее грустью, Апачи решает сыграть роль ее отца, но это просто шутка, потому что они даже не из одной страны, как и Кенсей. Единственный вариант — позволить Сасаки сыграть роль отца, а Шигеру — матери. Однако Акасай был против того, чтобы обманывать учителей Фурунжи, которые искренне беспокоились о ее благополучии. Ее классный руководитель сообщает своему помощнику, что она придет на осмотр дома, но учитель удивляется, зачем они идут к Фурунжи, ведь она отличница. Однако мужчина объясняет, что несмотря на ее хорошие оценки, он чувствует, что Фурунжи плохо себя чувствует в школе, потому что однажды видел, как она дралась на крыше. А теперь, как сообщается, она живет в одном доме с первокурсником. Директор школы был искренне обеспокоен ее благополучием, и этот визит был для него очень важен. В Дадзё Фудзи распечатал список родителей, как было указано в школьных документах, с разными именами и профессиями. Сасаки — пилот, а Шигер — модельер, но из-за плохого качества репетиций Фурунджи и Кеничи понимают, насколько безнадежна ситуация. Кенсей говорит им, что он велел Апачу спрятаться, пока не уйдут учителя. К несчастью, ее учителя пришли именно в этот момент, и помощник директора заметил, что Апач прячется над ними, пока помогает им открыть дверь. Женщина в шоке и зовет директора, но он тут же отвлекается на своевременное вмешательство Фурунджи. Когда они заходят в дадзё, учитель-мужчина представляется как Ясунага, а учительница — Ано. Когда приходит очередь Сасаки, он представляется как Сега Фурунджи, но не может назвать свою профессию, потому что говорит, что он пилот самолета и забывает, сколько ему лет. С Шигерой все еще хуже. Она даже не может ответить на вопросы учителей Фурунджи и каким-то образом разрезает муху пополам. В этот момент Фурунджи понял, что она в беде. Когда Сасаки задают вопросы и его предполагаемой профессии, Кенши сразу же отвлекает его. Шигу оставляют одну, она сначала звонит учителю Балди, но когда он задает ей вопросы о Фурунджи, она дает удивительно правильные ответы. Затем мисс Анна идет в туалет, и Фурунджи провожает ее, а потом резко уходит. Она пошла в туалет, чтобы проверить его чистоту и составить мнение о семье. Как только она открывает дверь в туалет, она видит Апачи, и они оба пугаются, а Апакай тут же убегает. С другой стороны, Ясуне говорит Шигиру, чтобы тот прекратил это, потому что он видит, что она не настоящая мать Фурунджи. Но она просит его не обижать Фурунджи, потому что, несмотря на все ее недостатки, она все равно очень хорошая. Тогда Ясунага говорит Шигиру, что они пришли, чтобы подтвердить слухи о сожительстве Кеничи и Фурунджи, потому что если это правда, у детей будут серьезные проблемы. Это становится последней каплей для Шигиру, и она достает нож, но Кансей быстро заковывает ее в цепи, а Кеничи спасает перепуганного Ясунагу, уводя его подальше от места сражения. В этот момент в доме царит хаос, а Фурунджи в шоке. Когда он немного приходит в себя, Ясунага спрашивает Кеничи, что он делает в доме Фурунджи. Кеничи пытается объяснить, что в этом нет ничего плохого, но Ясунага настаивает, что это то же самое, что сожительство. Пока они спорят, Апака и Анна врываются в дом через стену, и Ясунага с Фурунджи снова пытаются спастись. Наконец, они находят убежище в запретной комнате, которая заполнена статуями, напоминающими Ясунаге о японской истории, ведь он сам учитель истории. Пока он восхищается искусством, остальные врываются в комнату и случайно опрокидывают статую, которая падает на других. Все думают, что Ясунага будет погребен под ними, но неожиданно появляется старейшина и представляется, извиняясь за беспорядок в доме. Все это благодаря Акасе, который сделал все возможное, чтобы вернуть его. Ясунага тоже удивляется, когда видит, что прекрасные картины — это шедевры знаменитого мастера Кацудзи, и задается вопросом, в чем еще не разбирается Акисаме. Позже дедушка объясняет Ясунаге, что тот завидует тому, что детей учит сам мастер Акисаме.
Он также говорит Кеничи, что заметил, как сильно тот возмужал благодаря тренировкам и что ему стоит продолжать в том же духе. Позже Акаса заходит в запретную комнату и понимает, что там нужно много убраться. Поэтому Кеничи предлагает сделать это вместо него, чтобы Фурунджи отдохнула после такого напряженного дня. Акаса находит деревянную фигурку кошки и грустит, потому что ее вырезал его лучший друг, покойный Сега Фурунджи. Позже Фурунджи засыпает на коленях у дедушки, и тот говорит ей, что хотя члены семьи не являются ее кровными родственниками, она все равно может считать их своей семьей. Пока она спала, она все еще говорила о них во сне, и Кеничи понял, что хотя в дадзё было сумасшедшее место для жизни, оно было домом для Фурунджи. На следующее утро во время тренировки с Фурунджи Кеничи не может провести ни одной атаки и говорит Кенси, что страдает, потому что не может найти брешь в защите. Кенси говорит ему, что нужно затянуть бой, чтобы найти брешь. Но когда он наконец находит ее, Инихи замедляет свой удар и в итоге проигрывает Фурунджи. Позже он узнает, что даже та брешь, которую он заметил, была намеренным ходом Фурунджи, чтобы помочь ему провести атаку. Кеничи не очень рад этой новости, потому что чувствует себя полным неудачником, которого жалеет девушка, которая ему нравится, а Фуринджи неловко, что он помог в этой ситуации. Тем временем, пока Ханока собирается уходить из дадзё, ее отец незаметно проносит в дом винтовку, спрятав ее под зимним пальто, и говорит жене, что хочет ненадолго зайти к замечательным мастерам Кеничи. Зная своего мужа, мама Кеничи останавливает его и спрашивает, зачем он надел зимнее пальто посреди лета и не дает ему уйти с ружьем. Позже Ханока подзывает своего пса, и Апачи словно по волшебству прилетает к ней и приземляется прямо перед ней. Отец Ханоки достает винтовку и называет Апачи монстром, но миссис Ханока быстро ставит мужа на место. Ханока уходит вместе с Апачи, а Кеничи жалуется, что ему приходится лезть по веревке, чтобы попасть в свою комнату. И Ака объясняет, что это случилось однажды ночью, когда они с Акаки и Кенси немного выпили и сломали лестницу. Сначала Каниши хотел поговорить с Акасой, но тот ушел, и он отправился к Сакаки, чтобы рассказать, почему он не смог ударить Фуринджи во время тренировки. Сакаки говорит, что не может дать совет слабакам, но по его мнению, Кеничи скорее всего испугался контратаки. Он объясняет, что ценность мужчины определяется его способностью принимать решение, бить или не бить, в ситуации, когда на кону стоит жизнь. Тем временем Апачи, Ханока и Шигер развлекаются на крышах домов случайных прохожих. Пока Кеничи обдумывает совет Сакаки, его прерывает незваный гость и его люди, которые представляются как нынешние мастера стиля Шеки Надори, Гонза Куматори. Они говорят, что пришли бросить вызов мастерам Дадзё Рёзенпаку и забрать знак. Кеничи в панике бежит к Фуринджи, но она объясняет ему, что никого нет. Затем Фуринджи подходит к незваным гостям с чаем, но они отказываются, говоря, что пришли сюда не чай пить, а бросить вызов. Она предлагает им книгу регистрации вызовов, в которой говорится, что претендент должен заплатить 10 йен и получить возможность напасть на них всей группой, если каждый заплатит по отдельности. Лидер незваных гостей платит за бой 1 на 1 с Сасаки, но Фуринджи говорит ему, что никого нет, и она примет вызов. Чувствуя себя оскорбленным, лидер злится и пытается ударить ее сзади, но его останавливает Кеничи. Кеничи выскакивает и сам принимает вызов, обещая защитить Фуринджи. Это еще больше злит лидера незваных гостей, и он нападает на Кеничи. На мгновение Кеничи показалось, что он сможет найти брешь в защите, но его резко отбрасывают назад. Кеничи истекает кровью на полу, а лидер незваных гостей оскорбляет мастеров дадзе за то, что они тренируют таких слабаков, как Кеничи, и говорит, что просто заберет знак. Кеничи не в силах сидеть и слушать оскорбления, собирается с силами и встает на ноги, снова бросая вызов незваным гостям. Лидер незваных гостей, видя это, говорит Кеничи, что еще один удар убьет его, и предлагает дать Кеничи возможность нанести первый удар. Кеничи колеблется и дрожит, пытаясь набраться смелости для удара, но в этот момент вспоминает свои тренировки и, сделав плавный шаг вперед, наносит удар изо всех сил, застав лидера врасплох, когда тот расслабился. Раненый и испытывающий боль лидер бросается на Кеничи с намерением убить, но его останавливает Сасаки, появившийся из ниоткуда. Он объясняет, что все это время наблюдал за происходящим, пока расправлялся с лидером нападавших. Одним движением он легко побеждает всех нападавших, оставляя Кеничи и Фуринджи в шоке. Сам Сасаки выражает разочарование тем, насколько слабыми оказались нападавшие. Остальные мастера убирают тела нападавших из дадзё, отправляя их в клинику на деревянной тележке. На следующий день Кеничи просит Эмму дать ему выходной, и Эмма неохотно соглашается, говоря, что они могут пойти на пляж. Кеничи радостно бежит к Фёрнджи, чтобы сообщить ей об этом, счастливый, что наконец-то сможет провести с ней время вне дадзё. В своей комнате он берет одну из книг по самопомощи, но понимает, что его допрашивают Сасаки, Кенсей и Апачи. Он смущается, но отмахивается от них.
Затем они садятся на корабль, и Хамука узнает, что они построили его сами. Она беспокоится о прочности корабля, и ее волнение усиливается, когда она узнает, что это уже второй корабль, который они построили. Ама просит Фернджи вести корабль, потому что он заметил, что корабль движется не так быстро, как ему хотелось бы. Он проверяет двигатель, который Кеничи пытался запустить в одиночку, но совсем выбился из сил. Увидев это, Амиши и Сасаки решают взять дело в свои руки, заводят мотор и увеличивают скорость лодки. Вся команда крепко держится за поручни, пока корабль несется по волнам. Вскоре они прибывают на остров, который был назван в честь старейшины. Они добираются до большого пляжного домика, переодеваются в купальники, и Кэнсэй фотографирует девушек. Кеничи начинает понимать, что это будет не совсем обычный отпуск, как он хотел, когда Сасаки и Амасек заставляют его прыгнуть со скалы в воду. Они объяснили ему, что это проверка на храбрость. Пока он спорил с ними о том, что у него есть храбрость и ему не нужно прыгать со скалы, Шигер спокойно прошла мимо, разделась к их удивлению и без колебаний прыгнула со скалы. Сначала они забеспокоились о ее безопасности, но она вынырнула и сказала, что в этом месте нет камней. На скале Кеничи, сдавшись, опускается на колени и объясняет Сасаки и Амасек, что не умеет плавать, на что они отвечают, что это их еще больше заводит. Пока они пытались убедить его прыгнуть, старейшина быстро подхватила его и сбросила их обоих в океан, вырубив Кеничи. Кеничи очнулся и увидел, что все веселятся, и услышал, как мастера говорят, что усилит его тренировки, поэтому он решил сбежать, что ему легко удалось, обманув Кэнсэй. Вскоре они поняли, что он пропал, и начали его искать. В другой части острова Апака и Ханока рисуют на песке лицо, но замечают, что все остальные куда-то пропали, и Апачи решает пойти и выяснить, в чем дело. Кеничи оказывается на берегу реки и думает, как бы ему уплыть с острова. Он понимает, что единственный выход – это корабль, который хорошо охраняется, и решает спрятаться на пару дней. Вскоре он встречает Шигер, которая рыбачит на берегу реки. Он пытается убежать, но она быстро замечает его и пригвождает к скале стрелой. Шигер слушает, как он жалуется на суровые тренировки, через которые ему придется пройти, и на то, почему он хотел сбежать. Он также рассказывает ей, что не умеет плавать, и она предлагает научить его. Она ведет его к реке выше по течению и говорит, чтобы он плыл по течению, и, конечно же, он, не паникуя, начинает плыть, а потом понимает, что умеет. Во время плавания он впервые замечает улыбку Шигер, но она быстро возвращает его на скалу, думая, что он сейчас прыгнет, раз научился плавать. Он начинает протестовать. Пока они спорят и борются, его сестра зовет его с океана внизу, и он видит, что она окружена тем, что он принял за дельфинов. Но Шигер объясняет, что это акулы. Не раздумывая, он ныряет в океан, пытаясь отбиться от акул, а Шигер поддерживает его со скалы стрелами и луком. Каничи удается отбиться от одной из акул, но вскоре он оказывается в окружении других. Его спасает старик, который бежит по поверхности океана и жестоко убивает всех акул, спасая Ханоку и Кеничи. После этого он говорит Кеничи, что тот очень смелый и что он напоминает ему его самого в молодости. В дадзё мастера обсуждают, готов ли Кеничи к изучению продвинутых техник. Аким и Кенсэй считают, что Кеничи пора учиться продвинутым техникам, но Сакаки считает, что он еще ребенок и его тело не готово к этому, и что он может умереть во время тренировок. А Пакай считает, что если все будут тренироваться с Кеничи, не слишком сильно на него давя, то он выдержит новые техники. Когда Акаса спрашивает Коичи, готов ли он, тот отвечает, что ему нужно больше времени, хотя у Акисамы не так уж много терпения. Когда Коичи поливает растения в школе, к нему подходит Такита, чья рука уже зажила, и он присоединился к школьному боксерскому клубу. Коичи спрашивает, не подходил ли к нему кто-нибудь из Рагнарока, но Такита отвечает, что нет, потому что они были заняты другими делами. Кеничи просит его сообщить, если у него будут проблемы, чтобы он мог помочь. Такита благодарит его за предложение помощи и прощается, убегая. Кеничи продолжает поливать кусты, но вздрагивает, когда из-за них выходит Нидзима. Нидзима спрашивает Кеничи, слышал ли он, что Кизар и Анджу присоединятся к 7 смертельным кулакам. Но Кеничи не знает, кто она такая. И Нидзима говорит, что она из Рагнарока, которая постепенно поднялась по карьерной лестнице и учится на 2-м курсе в их школе. Она мастер тэквондо, которая посылает своих головорезов за Кеничи и известна под прозвищем Валькирия. Кеничи не только не знает, кто она такая, но и не знает, кто такие 7 смертных грехов. Нидзима объясняет, что они самые могущественные члены Рагнарока, которых боятся все члены банды. Нидзима обвиняет Кеничи в том, что он не попытался победить Кисару, позволив ей подняться по карьерной лестнице в Рагнароке. Нидзима рассказывает Кеничи о другом из своих многочисленных планов, в котором Кеничи должен сразиться с Цудзи, который наслаждается своим новым положением в банде.
Когда Кеничи сочувствует Цудзи, Нидзима безжалостно пинает его. Он добавляет, что Рагнарок назначил Цудзи наказать Такиту, и если Кеничи не вмешается, Такита может получить такие травмы, что ему придется бросить бокс. Нидзима говорит, что он раздобудет информацию о 7 смертных грехах, которая может пригодиться Кеничи, и просит его не проигрывать Цудзи. По дороге в дадзё Фуринджи хвалит Кеничи за его недавнюю стойкость и с гордостью говорит, что после его подвигов на пляже он перестал бояться и теперь может справиться с чем угодно. Затем Фудзи замечает Суджи, который собирается подраться с девушкой. Она говорит Кеничи, что если он действительно так уверен в себе, то должен помочь защитить девушку от Суджи. Увидев бандита, Кеничи тут же струсил. Но перед дракой выясняется, что Суджи и девушка из одной банды. И драка началась из-за того, что Суджи обошли и выбрали девушку. Не зная, кто эта девушка, Кеничи наносит Суджи удар ногой в прыжке, от которого тот теряет сознание. Кеничи без раздумий отправляет в нокаут Суджи, даже не заметив, как тот отлетел в сторону. После того, как он сыграл роль героя, Кеничи начинает разговор с девушкой, которую спас, и удивляется, когда она представляется как Кисара Нандзё. Она хвалит его боевые навыки и готовится к бою, говоря, что давно хотела сразиться с ним. Фаринджи понимает, что Кисара опытный боец, и предупреждает Кеничи. Но тот говорит ей, что не будет бить девушек. Фаринджи шутя замечает, что Кеничи постоянно пытается ударить ее во время спарринга в дадзё, и Кеничи начинает нервничать, объясняя, почему он так делает. Отказ Кеничи драться злит Кизару, и она наносит удар ему в лицо, но промахивается, выражая свое отвращение к тому, что Кеничи играл в гендерные игры. Она говорит ему, чтобы он не зазнавался только потому, что его удар в спину сработал на Суджи. Кеничи не знал, что Суджи не смотрел, и осознание того, что его удар был трусливым, заставляет его извиниться перед потерявшим сознание Суджи. Кизу нужно кое-куда сходить, и она решает отложить свой поединок с Кеничи. Она говорит ему, что тоже хочет сразиться с Такедой и оставит его в покое, если Кеничи победит ее. Кеничи размышляет, стоит ли ему драться с Кисарой, но Фуринджи говорит ему, что не стоит, потому что она намного сильнее и опытнее его. Она говорит ему, что он должен хотя бы попытаться победить ее во время тренировки, чтобы иметь шанс против Кисары. Тогда он понимает, что лучший способ стать сильнее – это тренироваться. Той ночью банда соперников вызывает Рагнара на бой, но приходит только 8 бойцов. Банда соперников чувствует себя оскорбленной и нападает на них. Лидер восьмерки посылает только троих – Локи 4-го, Отшельника 6-го и Кисара 8-го, которые за несколько минут избивают и подавляют всех 50 бандитов, посланных бандой. Нидзима все это время прятался и наблюдал. На следующий день Сакаки спрашивает Коичи, готов ли он к тренировкам, но тот уходит в школу, не ответив. Сасаки решает заставить Кеничи тренироваться, но старший говорит, что нужно дать ему время, потому что ему все равно придется тренироваться. В школе Кеничи вспоминает события предыдущего дня. По дороге в дадзё он признается Фуринджи, что беспокоится о тренировках и боится подвести своих учителей, если не сможет освоить технику из-за отсутствия таланта. Фуринджи уверяет его, что учителя никогда не откажутся от него. Внезапно появляется Хару и говорит Кеничи, что Цудзи ждет его впереди, чтобы свести счеты. Несмотря на настойчивые предупреждения Нидзимы, Кеничи настаивает на встрече с Цудзи, чтобы все уладить, даже если это означает, что ему придется с ним драться. Цудзи хочет отомстить Кеничи, потому что его репутация пострадала после поражения в их предыдущем бою, и большинство его приспешников ушли от него. Кеничи извиняется и пытается объяснить, но Суджи не хочет ничего слушать, кроме криков боли Кеничи. Он наносит удар, но Кеничи быстро уворачивается и отвечает ударом, от которого Суджи отлетает в сторону. Кеничи сам удивляется своей силе. Суджи говорит Кеничи, что он вырос и теперь уважает его за силу, которую он обрел благодаря тренировкам. Он добавляет, что мастера видят его потенциал и знают, что теперь он достаточно силен, чтобы учиться и осваивать продвинутые техники. Суджи признает поражение и приказывает своим головорезам оставить его и присоединиться к другой банде. Он говорит, что теперь он бесполезен, потому что у него больше нет людей в подчинении. Когда он собирается уходить, Кеничи успокаивает его и говорит, что друзья важнее, чем приспешники. Суджи решает создать новую банду со своими друзьями и предупреждает Кеничи о планах Рагнарока в отношении Такиты. Они организовали смертельную драку, которую устроит группа Кисары под руководством члена 8 кулаков по имени Отшельник. Когда они возвращаются в дадзё, Кеничи говорит Акасану, что готов к продвинутым техникам, и они начинают тренировку. Кеничи преодолел свои страхи и готов к сложным тренировкам. В школе Кеничи говорит Тиките, что ему нужно быть осторожнее и не выходить из дома, потому что Рагнарок собирается устроить ему прощальную драку за то, что он ушел. Но Тикита не воспринимает угрозу всерьез, и это беспокоит Кеничи.
Тем временем Мидзима, как обычно, распространяет преувеличенные слухи о том, что Кеничи победил Суджи в школьной газете. Кеничи видит, как Такеда раздает газеты возле боксерского клуба и пытается подойти к нему, но тот убегает, прежде чем Кеничи успевает его догнать. Тогда Кеничи дает Такеде свой номер телефона и просит позвонить, если у него будут проблемы, но Такеда говорит, что лучше бы он дал ему номер Фуринджи. После школы Кеничи готов приступить к изучению продвинутых техник. Сакаки начинает с демонстрации техники карате. Используя эту технику, он одной рукой отражает атаку Кеничи, а другой бьет его в подбородок. Затем он объясняет Кеничи, что это эффективная техника для борьбы с несколькими противниками одновременно. Апокай выходит вперед, чтобы продемонстрировать свою технику, но начинает плакать, потому что не уверен, что Кеничи выживет после демонстрации. Акаса знает об опасности этой техники, поэтому занимает место Кеничи для демонстрации. Техника Апачи – это круговой удар. С помощью этой техники он почти гарантированно наносит удар локтем по голове противника, но Асисами это известно, и он блокирует удар, прежде чем тот достигает цели. Акаса выходит вперед и демонстрирует свою технику, которая представляет собой комбинацию ударов, которые он наносит Кеничи, и тот падает на землю от боли. Кенсей тоже выходит вперед, чтобы продемонстрировать свою технику, но Кеничи просит его дать ему передышку. Поэтому он решает, что 3 первых техник будет достаточно для первого дня изучения продвинутых техник, и что они с Ши научат Кеничи своим техникам в другой раз. Кеничи стоит на коленях, размышляя, достаточно ли у него таланта, чтобы овладеть техниками, которые продемонстрировал его учитель. Словно прочитав его мысли, Экса говорит ему, что талант не нужен и что ему просто нужно немного учиться. В этот момент входит Фуринджи и сообщает Эксе, что Такита пришел на прием к врачу. Акаса направляется в клинику, оставляя Кеничи на попечении Апокаи и Сакаки. В клинике Акасами осматривает Такиту и видит, что он почти выздоровел, но замечает, что его что-то беспокоит, и спрашивает об этом. Такита говорит, что думает о том, что в боевых искусствах люди постоянно получают травмы, а потом лечатся, чтобы снова получить травму. Это немного забавно и иронично. Акасайн говорит, что люди рождаются только для того, чтобы умереть, и что было бы проще вообще не рождаться. Раньше он так думал, но теперь понимает, что важно то, что ты делаешь, пока жив. Акаса ведет его в дадзё, где Кеничи избивают, пока он учится технике Сакаки. Он рассказывает, что Кеничи усердно тренируется, чтобы научиться этой технике и защитить его. Акаса также говорит, что понял, что Кеничи проявляет настоящее мужество, когда сражается, чтобы защитить тех, кто ему дорог. Наконец, Кеничи применяет технику Сакаки, но Сакаки блокирует его контратаку и хвалит его. Техника Апачи более жестокая, и после нескольких раундов Кеничи впадает в странное состояние. Сакаки обливает его водой, но это приводит его в чувство только на время, пока мастер Сакаки не применяет колено, чтобы надавить ему на спину. В этот момент Такита собирается уходить, и Фуринджи сообщает об этом Кеничи, который догоняет его и начинает отчитывать за то, что тот не послушался его и ушел один. Но Акасай рассказывает ему о том, что Таките нужно было вправить кость. Кеничи спрашивает Такиту, сохранил ли он его номер, но тот не сохранил. Поэтому Кеничи сам записывает свой номер в телефон Такиты и просит его позвонить, если возникнут проблемы. После этого Хикита прощается с ним и уходит. По дороге домой на Такиту нападает Рагнарок, но он не звонит Кеничи, как обещал. Среди нападавших были Кисара и Юкита, которые были его приятелями, когда он состоял в Рагнароке. Такита начинает нападать на своих бывших товарищей, раскрывая свое намерение уйти из Рагнарока и помочь Такеде. Бандиты нападают на них обоих. В разгар драки один из членов Рагнарока падает и задевает телефон Такиты, и тот набирает номер Кеничи. Апачай берет трубку, но ничего не слышит, поэтому Кеничи берет телефон, чтобы ответить на звонок. Но он слышит только неразборчивые слова и звуки борьбы, как будто дерутся люди. Кенсей забирает у Кеничи телефон и может разобрать несколько слов. Затем Апачай просит Кеничи отследить звонок по телефону, но тот говорит, что его телефон не может этого сделать. Кенсей просит их замолчать и внимательно прислушивается. Он слышит звук поезда, проезжающего над путями, где происходит драка. Затем он просит Ференги дать ему карту и список студентов, чтобы отследить маршрут, по которому Такита обычно возвращался домой, и где этот маршрут мог пересекаться с железнодорожными путями. Кеничи и Фуринджи могут пойти и помочь ему. Юкита и Такита держатся, но там много бандитов, и Кизаро устала наблюдать за ними со стороны. Она вмешивается в бой и говорит Таките, что не собирается его жалеть. Несмотря на то, что она знает, насколько она сильна, Такита не собирается отступать. Кеничи и Фуринджи направляются туда, где Такита сражается с командой Кизары, но не могут найти точное место. Фуринджи забирается на высокий столб, чтобы лучше видеть, и замечает их. Затем она говорит об этом Кеничи, и они продолжают идти. Такита и Юкита побеждают всех членов команды Киры, и теперь они собираются сразиться с главным боссом Кирой. Она говорит им, чтобы они напали на нее вместе, но Юкита идет первым,
хватает ее за рубашку и бросает в стену. Она отталкивается от стены, прыгает назад и отправляет Юкиту в полет ударом ноги. Такеда нападает на нее, нанося несколько ударов, но промахивается. Затем она останавливает его кулак подошвой ботинка и контратакует ударом с разворота, от которого он быстро уворачивается. Но он не видит ее второй атаки, еще одного удара ногой в центр его головы. Он падает на колени от боли, но вспоминает, как решительно и неустанно тренировался Кеничи. Это заставляет его встать, несмотря на боль, чтобы продолжить бой с Кисарой. Он наносит ей удар, но промахивается, потому что она подпрыгивает прямо перед его кулаком и бьет его ногой так сильно, что он отлетает к забору. Кага, член команды Киры, которого Юкита отбросил в сторону в начале боя, возвращается и видит, что Кира победила Такиту и Юкиту. Он спрашивает, можно ли им теперь делать, что они хотят, и она не возражает. Тогда он и остальные члены команды начинают избивать Такиту и Юкиту, которые уже и так избиты, в отместку за то, что они сделали с ними в начале боя. В качестве мести за то, что Юкита его оттолкнул, Кага хочет сломать ему руку и забирается на тротуар, чтобы спрыгнуть и ударить Юкиту по руке. Но прежде чем он успевает это сделать, Кеничи бьет его сзади и выходит на сцену. Кеничи оглядывается и видит на земле Такиту, который сильно избит, и это его злит, поэтому он начинает избивать членов команды Кисары. Кисара собирается напасть на него, но тут подходит Френджи и говорит, что она будет ее соперницей, потому что Кенши пообещал себе, что не будет драться с девушками. Кира замечает две выдающиеся черты Ференджи и злится из-за того, что она называет ее коровой. Но это задевает ее чувства. Кира говорит ей, что убьет ее, если она не уберется с дороги. Затем она наносит ей удар ногой, но та уворачивается, подпрыгивая, и Кира пытается ударить ее в воздухе, но Ференджи отправляет ее в полет ответным ударом. В дадзё все 4 мастера Кеничи обсуждают его, и Шир волнуется, потому что не видела его. Сакаки тоже волнуется, но говорит Шигеру, что Кеничи отправился на помощь своему другу и что ей не стоит беспокоиться, потому что он не проиграет, ведь с ним Фуринджи. На месте сражения Кеничи избивает членов команды Кизары, а Такита и Юкита пытаются справиться с ранениями. Некоторые члены команды Кизары видят, что Такита и Юкита шевелятся и снова начинают их избивать. Кеничи замечает это и понимает, что Юкита должно быть пыталась помочь Таките, но тоже получила удар. Это еще больше злит его, и он начинает швырять голландские мешки с Рагнароком, как снежки. Он бросает один в алюминиевый забор, а затем пытается ударить ногой, но промахивается, и его нога застревает в заборе. Один из бандитов бросается на него, пытаясь ударить его дубинкой, но Кеничи применяет против него контратаку Сакаки и вырубает его. Фернджи отвлекается на одного из бандитов, который собирается напасть на Кеничи, но Кизара наносит удар ногой прямо в голову. Но в последний момент уклоняется и говорит, что пора заканчивать бой. Но это злит Кизару, потому что она говорит так уверенно и неправильно произносит свое имя. Она наносит удар Фуринджи, но в момент удара кажется, что она исчезает, и Кисара поднимает голову, думая, что она прыгнула, но не видит ее, потому что она под ней. Фуринджи бьет ее по ноге, и она падает. И в тот момент, когда ее голова должна была удариться об землю, она подставляет ногу под голову Кизары, чтобы смягчить удар. Иначе она бы погибла. Пока Кеничи пытается выбраться из-за забора, один из членов банды Кисары с ножом бросается на него, пытаясь ударить. Но получает бейсбольной битой по голове от Ниджимы, который, как и все супергерои, появился в последний момент, чтобы спасти положение. Но Ниджима не один. С ним его команда. И это заставляет членов банды Кисары отступить. Это часть плана Ниджимы, чтобы забрать все плоды победы, не задев никого из своих людей, и никто, кроме него, об этом не знает. Ниджима не сказал Кеничи, что у него есть команда, и утверждает, что они оба его люди и люди Кеничи, и их называют Альянсом Шинпаку. Кеничи идет проверить Такиту и ругает его за то, что тот не позвонил, как обещал, и тот извиняется и говорит, что не позвонил, потому что не хотел впутывать его в это. Кеничи понимает, что это как в тот раз, когда Такита потерял левую руку, пытаясь защитить его, и винит себя. Но Такита говорит, что они с Юкитой победили в драке и выиграли, и это радует Кеничи. В школе Кеничи заставляет Ниджиму объяснить, что такое альянс Шинпаку, но тот продолжает притворяться и уходит от ответа. После настойчивых расспросов Кеничи он говорит, что это часть его плана по достижению мечты всей жизни править миром. Он говорит, что ему понадобится помощь Кеничи, если он хочет осуществить свой план, потому что он собирается объединить свою силу с интеллектом. Кеничи начинает яростно бить его, чтобы привести в чувство, но бьет слишком сильно, и Ниджима теряет сознание. В этот момент в дверь входят несколько членов Шинпаку, и Кеничи прячется. Когда они заходят, он незаметно уходит. Идзуми, одноклассница Кеничи, подбегает к нему и зовет его, как будто она в беде.
Она говорит, что видела парня в костюме карата возле клуба садоводов. Она думает, что хулиганы, которые ей досаждают, вернулись и просят его о помощи. Кеничи бежит в клуб садоводов и узнает, что парень в костюме карата Юкита, который пришел туда с Такитой. Они пришли поблагодарить его за храбрость и помощь прошлой ночью. Юкита тоже вступил в школьный клуб Дюна и помогает его нынешним членам. Под давлением Такиты он признается Кеничи, что он в долгу перед ним и всегда будет помогать ему, когда сможет. В убежище Кисары она вымещает свой гнев и разочарование на членах своей команды, пока тренируется. Один из ее подчиненных приносит ей прямой приказ от отшельника не преследовать альянс Шинпаку. Она отчаянно хочет отомстить и готова нарушить приказ своего начальника, чтобы добиться этого. Она приказывает своим подчиненным схватить и привести к ней Фуринджи. Она хочет устроить столкновение между своей командой и альянсом Шинпаку. В дадзё Каничи делает растяжку и хвастается перед младшей сестрой, что в одиночку победил всех членов команды Кисары. Кенсей быстро спускает его с небес на землю, говоря, что на самом деле Кисару победил Фуринджи, а не он. Чтобы еще больше ранить чувства Кеничи, он упоминает, что если бы не своевременное вмешательство Нидзимы, Кеничи бы зарезали. Асиан соглашается с Кенсеем, говоря Кеничи, что ему нужно сосредоточиться на освоении продвинутых техник. В городе Нидзима и члены Шинпаку Альянса проходят парадом, но на их пути встает какой-то человек. Никто, кроме Нидзимы, не знает, что это уважаемый член 8 смертоносных кулаков Рагнарок номер 6 Кермит. Один из людей Нидзимы нападает на него и падает в реку. Нидзима приказывает своим людям вернуться и говорит, что он один победит незнакомца на их пути. Когда они уходят, он встает на четвереньки и присмыкается перед отшельником, потому что знает, что не сможет победить его в бою. Отшельника интересует только то, где тренируется Кеничи и кто его тренирует, но Нидзима этого не знает. Он бросает песок в отшельника, прыгает в реку и плывет туда, где находится один из членов его альянса, и тащит его в канализацию. Он знает все канализационные туннели в городе и будет использовать их, чтобы скрыться от отшельника. Он решает выяснить, где тренируется Кеничи и кто его тренирует. На следующий день по дороге из школы домой Кеничи жалуется Фуринджи, что до сих пор не освоил продвинутый уровень тренировок. Она подбадривает его, говорит, что он здорово продвинулся, хвалит его и дает несколько советов, как правильно принимать боевую стойку. Нидзима все это время следит за ними, потому что знает, что Кеничи ничего ему не скажет, если он подойдет и спросит. Он решает проследить за Кеничи до дома. В конце концов они приходят домой, дверь за ними закрывается, и Нидзима подкрадывается к двери, пытаясь ее открыть, но у него не хватает сил. В конце концов он сдается и садится, прислонившись к двери, которая внезапно открывается, и он падает назад. Над ним стоит Шигер, который, увидев его, встает и говорит, что он друг Кеничи. Шигер уходит, и когда Нидзима отворачивается, он исчезает. Нидзима бродит по дому, выкрикивая имя Кеничи, потом натыкается на Апакаи и принимает его за столпа из-за того, что у него напряжены мышцы. Когда Нидзима видит его во всей красе, он приходит в ужас, думая, что это чудовище. Перепуганный он бежит к воротам, но тут его застает врасплох Шигер, который висит на двери вниз головой, как летучая мышь на ветке. Нидзима забегает в комнату, где тренируется Сакаки, и тоже пугается его. Он выбегает в другую комнату, где его ждет Экасам, и тоже пугается его. Он выбегает, прислоняется к стене, поднимает голову и видит отца Фуринджи, который возвышается над ним как великан. Он не выдерживает и начинает кричать во все горло, и Кеничи слышит его и приходит на помощь. Кеничи просит своих учителей оставить Нидзиму в покое, чтобы он мог все обдумать, и они уходят. Нидзима удивляется, насколько Кеншира послушен, и думает, что под его началом эти люди настоящие монстры. Он начинает представлять, как с помощью этих монстров завоюет не только Японию, но и весь мир. Кеншира хватает его за рубашку и начинает бить, как и вчера. Как и вчера, он заходит слишком далеко, и у Нидзимы распухают щеки. На следующий день в школе Изуми наконец набирается смелости пригласить Кеншира к себе домой. Но по дороге она сталкивается с ним и попадает в неловкую ситуацию. В конце концов она просит его пойти с ней, но он отказывается, говоря, что обещал сходить за покупками с Фуринджи. Изуми разочарована, что Фуринджи снова ее опередила. Когда Нидзима видит Кеншира и Изуми, он подозревает, что между Фуринджи, Кеншира и Изуми есть любовный треугольник. Он начинает придумывать, как поссорить Кеншира и Фуринджи, чтобы Фуринджи досталось ему, а Изуми присоединилась к его компании. Для этого он придумывает сценарий, в котором Кеншира и Изуми влюбляются друг в друга, оставляя Фуринджи одну, и Нидзима может воспользоваться этим. Когда Изуми проходит мимо, Нидзима зовет ее и спрашивает, не влюблена ли она в Кеншира. Сначала она отрицает это, но Нидзима все-таки уговаривает ее, и она соглашается. Он обещает отвезти ее в дадзё Кеншира и велит ей выглядеть как можно привлекательнее.
По дороге Изуми кажется, что она заключила сделку с дьяволом, но она все еще надеется, что Нидзима может стать Купидоном, который поможет ей завоевать Кеншира. Однако, когда Идзуми приходит на встречу с Нидзимой, она, к сожалению, одета как монашка, и Нидзима разочарован, что она не выглядит соблазнительно. Когда он ведет Идзуми в дадзё, они видят, как Кеничи пробивает стену и на его лодыжке цепь, которая не дает ему убежать. Идзуми пытается спасти его, но Шигер останавливает ее своими сильными кулаками и понимает, что Фуринджи не единственная женщина в жизни Кеничи. Шигер продолжает тащить Кеничи по полу, и Идзуми снова пытается спасти его, но Акасам останавливает ее, и она вспоминает, что когда-то спасла ее. Она снова пытается спасти Кеничи, но Кенси фотографирует ее, и она краснеет от смущения. Внезапно появляется Апачи и спрашивает, что это за место и почему здесь Кеничи. Кеничи начинает тренироваться с Апачи и вскоре теряет сознание. Фунжи приводит его в чувство, выливая на него ведро холодной воды, и Идзуми расстраивается. Она спрашивает ее, почему Довио так жестоко обращается с Кеничи. Сасаки усугубляет ситуацию, говоря, что в следующий раз Кеничи разбудит, вылив на него чайник кипятка. Чтобы разрядить обстановку, Акасам предлагает сделать перерыв и приглашает всех на чай. За столом Кеничи спрашивает Нидзиму, какие у него коварные планы, и это приводит к ожесточенному спору между ними. По другую сторону стола Фуринджи спокойно объясняет Изуми, почему Кеничи живет с ними под присмотром Шигира, который висит вниз головой и пугает Изуми. Она также объясняет, что Кеничи изучает карате, кунг-фу, муай-тай и дзюдо в качестве ученика. Изуми признается, что думала, что это одно и то же, но Фуринджи успокаивает ее, говоря, что это нормально, когда девочки не знают разницы. Их мирная беседа быстро превращается в жаркий спор, в котором Изуми обвиняет Фуринджи в невоспитанности, а Фуринджи пытается защититься. Спор становится очень напряженным, и они обращаются к Кеничи, пытаясь заставить его выбрать чью-то сторону. Под огромным давлением Кеничи делает то, что у него получается лучше всего, пытается убежать. Открыв дверь, он обнаруживает, что мастер дадзё подслушивает, но они тут же расходятся. Фуринджи теряет терпение и пытается взять ситуацию под контроль, поэтому просит Кеничи вернуться к тренировкам. А также пытается выпроводить Изуми, спрашивая, что она здесь делает, если ей не нравятся боевые искусства. Но к ее разочарованию Изуми говорит, что на самом деле интересуется боевыми искусствами и обещает приходить в дадзё каждый день, чтобы смотреть тренировки. Фуринджи говорит ей, что не стоит тратить время, потому что она не продержится и 2 секунд. Изуми воспринимает это как вызов и решает записаться на пробное занятие. Кеничи говорит Изуми, что это бесполезно, потому что дадзё устроено по-другому. Фуринджи, с другой стороны, видит возможность пошалить и немного поддерживает эту идею. Все это время Нидзима с дьявольской улыбкой наблюдает за тем, как успешно осуществляются его коварные планы. Нидзима представляет себе, как Кеничи вмешивается в бой Идзуми с Фуринджи, чтобы спасти ее, и это злит Фуринджи, что дает Кеничи шанс втереться к нему в доверие. Чтобы начать обучение, Идзуми должна выбрать один из стилей боевых искусств, но она ничего не знает о них, поэтому Фуринджи объясняет ей, что это мало чем поможет. Шигира спрашивает Нидзиму, не хочет ли он стать его учеником, но тот отказывается, у него свои планы. Но это не останавливает Шигиру, и она спрашивает, почему ученик старшей школы не умеет обращаться с острыми предметами, например, с серпом. Кеничи приводит старейшину, чтобы спасти ситуацию, и когда тот появляется, он говорит Идзуми, что в их дадзё сложно попасть, и поэтому он хочет устроить ей испытание. Для этого Идзуми должна сделать 10 отжиманий на одном большом пальце. Идзуми говорит, что это невозможно, но потом видит, как Фуринджи легко делает это. Когда она признается, что не может, старейшина дает ей возможность сделать обычные отжимания на обеих руках. Сначала Фуринджи протестует, что это несправедливо, но дед не обращает на него внимания. Идзуми пытается сделать отжимания, но едва может поднять свое тело, к всеобщему удивлению. Они шепчутся, что она, наверное, слишком глупа, раз не может сделать такое простое упражнение. В конце концов она не выдерживает и плачет, и Кеничи уже собирается вмешаться, но старейшина останавливает его. Тем временем Шигура продолжает гоняться за Наджимой по всему дадзё, пока случайно не попадает в ловушку. В дадзё Идзуми наблюдает, как Кеничи продолжает тренироваться с Сасаки, а к ней подходит Фуринджи и предлагает ей чай. Фуринджи извиняется за свою несдержанность, а Идзуми извиняется за то, что тоже вспылила. Шейх объясняет, что, по ее мнению, Кеничи больше подходит для менее агрессивных занятий, например, для работы в саду. И Фуринджи поддерживает ее, говоря, что другие люди обычно считают Кеничи бесталанным в боевых искусствах.
Фуринджи продолжает, говоря, что Кеничи начал заниматься боевыми искусствами только потому, что устал убегать от хулиганов. Чтобы подтвердить это, он, даже будучи избитым до полусмерти, сразу встает, когда Сакай говорит ему бежать. В лесу Наджима оказывается у горячего источника и задается вопросом, есть ли что-то подобное в дадзё. Он еще больше удивляется, когда Шигуру почти голый выходит из воды, и Наджима снова убегает, спасая свою жизнь. В конце дня Идзуми извиняется перед мастерами за то, что прервала их тренировку с Кеничи, но старший говорит ей, что это не имеет значения, потому что он считает, что она извлекла ценный урок из этой встречи. Он также говорит ей, что она может приходить в любое время, но ей придется пройти испытание. Когда Идзуми уходит, Кеничи вздыхает с облегчением, радуясь, что все закончилось хорошо, и задается вопросом, действительно ли он не хотел, чтобы Идзуми осталась. Фуринджи подшучивает над ним, говоря, что сегодня он был более энергичным. Учителя понимают, что Кеничи на самом деле не проходил тест на отжимание, и все они задаются вопросом, сможет ли он его пройти. Хотя они и не сомневаются, что для него это не составит труда. По дороге домой Мидзума ругает себя за неудавшийся план, яростно записывая новый в свой блокнот. Идзуми, с другой стороны, благодарна за свой опыт в дадзё, потому что научилась не убегать, а постоять за себя.